начать. Ага, все. Так. Чё, погнали. Мадок. Ой, так, чем мы тут занимались? А, я шел в город-убежище и по пути наткнулся на город Мадок. У них тут засуха, короче, с урожаем полное говно. И как бы подозревают, что это связано с тем, что рядом... Ну да, типа из-за внезапно появившейся фермы. Короче, за одну ночь у них рядом с ними оказалась ферма. Появилась. Так. Так, что у них в колодце? Сумка монет. Это моя мечта, мое желание. Я забираю его. Я всех забираю. Окей, ладно. Не будем трогать мечты других людей. Так, сейчас. Так, сейчас проверим. Все ли пашет, все фурычит. Ага. Угу. Вроде все работает. Обвал. Огромное количество камней, настолько огромное, что просто так с места не сдвинуть. Кости. Большая куча обглоданных костей животных. По крайней мере, вам кажется, что все это кости животных. Пневматическое ружье Джонни. Пневматическое оружие Red Rider на ложе, которое нацарапано имя Джонни. А это обвал подорвать нельзя? А может быть можно? Так, погодите-ка, давайте-ка я сохранюсь. Так, ставим таймер на 10 секунд. Оставляем и побежали. Конечно же нет. Ну ладно. Но скорее всего где-то кто-то ищет какого-то Джонни. Город вымирает. Есть такое. Белый дом какой-то. Церковь. Трибуна. Неплохая деревянная трибуна. В нее встроен экран телесуфлера таким образом, чтобы я увидел. Нифига себе. Телесуфлер у них даже есть. Ага.
Очень оживленный старик. Я Гриша. Добро пожаловать на мою скотобойню. Ты отдаешь или забираешь? Наверное, забираю. Хочу приобрести провизию для путешествия. А, конечно, конечно. Посмотрим. Для путешествия я бы порекомендовал наши знаменитые полоски вяленого браминевого мяса. В дороге не подпортятся и очень хороши на вкус. Всего $10 за упаковку. Хочешь купить? Давай упаковку. Приятно иметь с тобой дело. Чем еще могу помочь? Может быть позже, но вопросы имеются. Ты мне не можешь рассказать немного о скотобойне? Особо рассказывать нечего, я заведу скотобойней в Мадоке. О, привет, Брайан. Здорово. Привет, Брайан. Заведую скотобойней в Мадоке. Хочешь забить животное, приводи его ко мне. Я убью и превращу в самое лучшее вяленое мясо, которое тебе когда-либо приходилось пробовать. Куда идут шкуры субпродукта? Мозги у тебя на месте, да? Ну что ж, если попросишь, я могу вернуть тебе любую часть, которая тебе нужна. Балтас покупает шкуры, а Роз купит все отходы, которые тебе не нужны. Она варит из них суп и кормит своих собак. Так, вопросы. Вижу, засуха не подействовала на твой бизнес. Но вообще-то засуха даже помогла в некоторой степени. Никто не в состоянии вырастить достаточно корма для своих браминов, и им приходится резко снижать поголовье стад. Но это всего лишь временно. Если смотреть на картину в целом, снижение поголовья браминов в конце концов обязательно скажется на моем бизнесе. Ну, так и есть. Постой, вот ты, кажется, человек способен на много, а хочешь заработать денег? Зависит от того, сколько ты мне заплатишь и что нужно делать. Шустро соображаешь, прямо как и я в молодые годы. Все просто. В последнее время со стороны холмов приходят дикие собаки, но наверное, брамины для них очень легкая добыча. Поэтому они стали нападать на мои стада. По ночам. Перебей их в стае, получишь 1000. Почему так много? Нифига себе. Погоди-ка, старый черт, где ты меня кидаешь? В чем подвох? В тебе есть не только умная и проницательность, я знал, тебя просто так не проведешь. Подвох в том, что за каждого брамина, который погибнет по твоей вине, я вычту с тебя по 100. Я хорошо плачу за успех, но я беру с тебя за провал. Если ты соглашаешься работать на меня... Да изи, изи. Отлично, отправляйся ночью на выгон и перебей стаю диких собак, которые нападет на моих браминов. Возвращайся сюда, когда выполнишь задание. Окей. Ой, дрить их много. Так. А недосягаемости? Да зашел. Быстро сюда. Их очень много. Ну как много? Не знаю даже. Вроде только с одной стороны идут. О, я вот сюда бы сейчас гранату, а? Вот сюда бы сейчас гранату. Ой, как бы не помешало. Так, минус одна собака. Погоди, а у меня УЗИ есть? У меня как будто был УЗИ. Но я его не поставил, да? Сука, он у меня в кармане где-то, да? Да блин, вы чё, браминам тоже нападать будете, что ли? Лоу? Брамин-то могут за себя постоять? Короче, танкуем на себя этих собак. А, вон та вот вообще убежала. О.
Блин, у этих браминов очень мало хп, как будто бы. Охуенно. Охуенно. Я не могу выстрелить, потому что брамин загородил собаку. Пизда. На самом деле, по одному выстрелу по ним, ну, достаточно. Они сразу, ну, бросаются в бега. Ну, слава богу, он дал мне посмотреть. Так, погоди. 2 шага. Есть. Ага. Так, осталось всего 2 собаки, которые хотят сражаться. Блин, брамины, конечно, боевые вообще. Есть. При смерти. Готов. Есть. Все, мы, кажись, закончили. Короче, надо теперь добить выживших. Так. А я что-то не пойму, а какого хера Вик без оружия вообще бегает? Да ладно, я промахнулся. У тебя полным-полно оружия, придурок. Чё ему надо? Стимулятора держи. Так. Вроде как осталось только 200 собаки. Привет, Итрок, здорово, здорово. Рад видеть. А, брамин ходит. А, вот там еще собака, что ли? Все. Кажется, мне удалось убить, а может и... Ага. Все. Вроде бы мы справились. Вы убили всех собак, нападавших на браминов. Вроде всех убили реально. Привет, Гау. Здорово. Так.
Так, возвращаемся к старику. Корову зовут Бесс. Я знал, что ты... О, он мне реально 1000 дал. Ты сможешь это сделать. Итак, посмотрим. Я должен тебе 1000 заработать. Вот деньги. Спасибо, папаша. Приятно иметь с тобой дело. Класс. Му. Бедный Брамин ранен. Так, ну... А если этому Брамину стимулятору... А, тут именно доктором надо быть. Да ладно, я исцелил реально. Вы вылечили сломанную ногу Брамина. Круто. Все. Я теперь Я теперь всем стримерам говорю Дораба. Они ничего не понимают. Нормально. В смысле ты тут... Чё? А куда пошла Бесс? Дораба стример. Привет, душний лес. Рад видеть. Здорово. Погодите-ка. Теперь в моем отряде появилась корова? Или мне кажется? Ага. Горожанин. Так, короче, пошли наверх. А, во. О, кожевник. А. Так. Жена Балтаза. Кто такая? Схлип. Мне так не хватает сына, Джонни. Так Джонни же сдох. Я нашел в колодце ружье Джонни. Ну там. Короче, все печально. Не знаю, как он там очутился, но колодец был сухой. И там случился обвал. А вот комната Джонни. Вот тут он. Крупный мужчина в кожаном фартуке. Приветствую, меня зовут Балтас из Юда Кожевней, здесь Мадоки. Чем могу служить? Кажется, вы чем-то озабочены. Что-нибудь случилось? Послушайте, я не обсуждаю свою личную жизнь с незнакомыми людьми. У вас ко мне дело или нет? Прошу прощения, меня зовут Нолан. Теперь, когда вы представлены друг другу, может, что же вас беспокоит? Как вы сказали, Нолан? Да, кажется, я слышал о вас. Один из охранников, проходящего через город караван, упоминал ваше имя. Говорил, что это хороший человек. Я знаю, мы практически не знакомы, но мне срочно требуется ваша помощь. Ну, рассказывай давай. Он берет в руки железный долот и начинает нервно его скручивать. К вашему удивлению, долот сгибается, как прутик. Ну и силище. Пропал мой сын Джонни. Он вышел на улицу поиграть несколько дней назад и с тех пор не возвращался. Мы все обыскали, но не смогли его найти. Это ужасно, но я здесь лишь за тем, чтобы посмотреть на кое-какие кожаные изделия. Не-не-не. А где обычно любит играть Джонни? Он играет один или с кем-нибудь? Это значит, что вы поможете мне? Спасибо. Последний раз мы видели Джонни, когда он играл во дворе. Ковбоев и индейцев со своим псом по кличке Мальчик. Они всегда были неразлучны. На самом деле, так мы и узнали, что что-то случилось. Однажды мальчик вернулся без Джонни. С тех пор мы начали поиски. Возьмите с собой мальчика, возможно, он поможет найти Джонни.
Вот он, мальчик. Гав-гав. А может быть он... Это ничего не даст. Так, я нашел это на дне старого высохшего колодца. Часть его стен обвалилась, и это лежало под камнями. Мне очень жаль, но кажется, Джонни мертв. Это действительно пневматическое ружье от Джонни. Нет! Болта срывается, начинает безудержно рыдать. Погодите-ка. А может все, ну... Погодите-ка. А может все-таки можно найти Джонни? И он не умер? Просто прикол в том, что как-то, ну, мне ничего не дало это. Босс, мне нехорошо. Как-то до кома... Чё тебе надо? Чё тебе надо? Чё тебе надо? Шо ты не трогал в итоге Shadow Hearts? Shadow Hearts? Спасибо за 200, Душнилиус. По-моему, нет. Вообще ничего не трогал. Погоди-ка. Shadow Hearts. Как будто что-то знакомое. Так, Shadow Hearts. Ну ёпта, надо поиграть, да. Да. Не, я вообще, знаешь, что хочу? Я пока подобные игры не трогаю, потому что, скорее всего, в одно время, ну, внезапно, собираюсь вообще жестко. А что, видео не врубилось? Так, там должно было видео врубиться. Медиа, да? Так. Ща. Размещение медиа. Так, все правильно. А, что такое? Не знаю, херня какая-то. Так, ты там, наверное, видео по Shadow Hearts закидывал. Трейлер, наверное. Как же он долго дупляет. О. Shadow Hearts. Интернета нет. Да. Так.
Мы, конечно, этому заявлению не верим. Ня! Аскын холодильник укпутом. А? Антон, если хочешь. Да если не пашет, можешь забить пихуй. Да ебучий, сука, блокировка, ну серьезно. Какая же херня это все, просто в ахуе. Ой, блин. Тупая политика, мать его. А чё ты Goodbye DPI не юзаешь? Да он есть, но, блин, его же, по-моему, тоже типа подготовили. Сбрили нахуй. Он не пашет, он у меня тоже. Вот типа он есть. У тебя пашет? Но он у меня почему-то не особо пашет. Видимо, от провайдера все-таки зависит. Эх. Давай. Так, еще коннект добавим. Да. У меня особо исполнительный провайдер, видимо, который... Да, товарищ Роскомзор. Да. Мы все сделаем. Все сделаем как надо. Наши пользователи не будут пользоваться ютубом. Никаким образом. Не. Хотите, я вам через скайп ноги почищу? Подставьте перед камерой, пожалуйста, ваши туфли, я типа почищу их. Это я изобразил, короче, типа этого директора ТТК моего провайдера. Ну ладно, забейте, короче. Ну вот прикольная типа игра. Называется Shadow Hearts. Ну, довольно-таки много хороших было игр. В особенности в поле именно консоли PlayStation 2. Ну и PlayStation 1 тоже бывает интересная игра. Но, короче, там вот именно во втором, что там, ну, графон еще такой более-менее терпимый. Понимаете? JRPG. Так что да, подобные игры надо бы заценить в одно время. Ладненько. Погнали дальше. Так, Бесси мы спасли. Блин, ну Бесси теперь со мной хочет ходить все время. Му. А что мне делать с Бесси? Может, ее туда? К остальным? Постоим тут. Че, надо ковылять до сюда? Я надеюсь. Обычный домашний брамин.
Караванная повозка, переделанная из сломанного корпуса древнего автомобиля. Босс Сулик опять на меня пялится. Дворняга. Заходи давай. Мычание. Му-му-му. Мычание. Все. Привет, Арканонка. Да, игра легенда. Прикольно. Ее можно столкнуть, и она упадет. Это лицуха? Да, конечно, лицуха. У меня ничего пиратского никогда не бывает, Аркан. Глупые вопросы задаешь, ей-богу. Просто жесть. Ладно, я представлю, что этого вопроса не было. Вот так вот. Вот так вот. Так, привет, меня зовут Балтас. Так, озабочен. Так. Energizer, спасибо за подписку, кстати, за фоллоу, большое спасибо. Фанат Fallout и Tactics. Нормально играешь в Fallout, ностальгия. Спасибо, спасибо. Лицуха с полки, да. Гель Джонни. Гав-гавыч. Тактик будешь проходить? Ну, вообще, было бы интересно поиграть в Tactics. Просто штука в чем? Я когда каждый раз смотрел на Tactics, так, мельком, я даже в него особо-то не играл. Мне казалось в нем то, что вообще нет сюжета, и ты просто... Как бы это сказать? Симулятор пошагового сражения там происходит. И то там само вот это пошаговое сражение, оно как будто не пошаговое, в реальном времени проходило. И я, ну, ощущал лишь только негодование, когда играл в Tactics. В первый раз. Но это было давно, кстати. Я вообще ничего не понял. О, привет, енот, здорово. Так, давайте. Я в Tactics проходил без сохранения уровень сложности. Нифига себе. Но я этого, конечно, делать не буду, сразу скажу. А, погоди. Может, с Балтазом еще поговорить? Не, пока нет. Имба, не игра. Можно одним персонажем выносить все карты. Жена Балтаза. Пожалуйста, найдите Джонни. А, собака со мной пошла все-таки. Не, ну обвал и обвал, но... Гав-гав-гав. Я что-то думаю, что может быть он живой все-таки. Ну типа, как-то все слишком просто. В плане того, что если он и умер, то после того, как я отдал ружье Джонни-то, ничего же не произошло. Может, все-таки он где-то есть, а я в этом просто не в курсах. Грубый, но делающий свое дело в унитаз. В дыру брошен несколько листьев, чтобы так не воняло.
М. Так, комната Джонни. Давайте зайдем. Пневматическое ружье Джонни. Вот типа жалко, что нет никакого предмета, которое помогло бы мне найти Джонни. Ну, чтобы я дал это собаке, и собака такая типа унюхала и let's go типа. А, вот собака есть. Но тут я как будто слишком далеко ушел. Вывеска мотеля Розы. Торговец. Раньше это был процветающий фермерский город. Слушайте, как будто бы Бесси надо сюда принести, может быть. А что за территория? Куча камней. Дикий пес. Гав, 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 гав. Да ладно, ладно, успокойтесь, ё-моё. Че тут место такое интересное? Горожанин. Так, давайте-ка с Розой поговорим. Чем Роза может помочь? Ага. Вы, наверное, много наслушались о постояльцев. Не возражайте, если я задам несколько вопросов? Мне очень жаль, дорогуша, я очень занята. Нужно обслуживать посетителей. Может, если ты закажешь что-нибудь, я смогу поболтать с тобой. Ну, тогда я умираю с голоду. Че поесть? Омлет пустошь. Вода 1000. Вода прям. Что-то мне воды попить захотелось аж, блин. Нифига себе, такая роскошь. Ёпта, я богатый человек. Так, ну омлет пустошь давайте. Молодому растущему организму необходимо как следует питаться, чтобы поддерживать силы. А судя по тебе, еды тебе в последнее время не доставало. Станции. А это мое фирменное блюдо. Надеюсь, ты очень хочешь есть. Гарантирую, что тебе никогда не приходилось пробовать подобный омлет. Она уходит и возвращается самым большим омлетом, который вы когда-либо видели. Вы чувствуете, как после такого сытного обеда к вам возвращаются силы. Нифига себе, она меня фул отхилила. Вау. В смысле? Брамин фри. Что ж, пусть будет брамин фри. У нас тут конкурс. Кто съест больше всего порций брамин фри? Пока рекорд равен 36. Если ты побьешь рекорд, еда за счет заведения. Кажется, ты без проблем сможешь побить этот рекорд. Хочешь попробовать? Ну, let's go. О, великолепно. Каждая порция стоит из 10 штук. Мне придется попросить у тебя деньги вперед. Я верну их тебе, как только ты установишь новый рекорд. Тебе 20, пожалуйста. Блин, вот зря я омлет скушал, кажется. Роза берет деньги и уходит. Затем она возвращается с блюдом, полным брамин фри. Они не совсем такие, как представлялось. Размером примерно с мяч для гольфа. Покрыт слоем теста и поджарено в масле до золотой корочки. Ядрить. Вы откусываете, чтобы попробовать, что это такое невероятно вкусно. Вы с жадностью набрасываетесь на еду. Примерно на 34-й штуке вы начинаете чувствовать симптомы переедания. Вокруг вас собралась толпа, жаждущая стать свидетелями исторического события.
Пытаясь вернуть самообладание, вы заводите беседу с Розой. Вы забрасываете шарик в рот. Не разговаривать с набитым ртом, дорогуша, вы проглатываете. О, привет, гражданин, товарищ гражданин, здравствуйте, здравствуйте. Как вы их готовите, если это, конечно, не секрет? Я знаю о многих у себя на родине, кому бы очень пришлось по вкусу. Нет никакого секрета, обмакиваешь тесто, немного солишь и жаришь в жире. Вы забрасываете в рот еще один шарик. А как вы готовите мясо браминов? У него такая необычная вкусная гамма. Хамба. А? Хамба. Лампади. Хамба. Как вы готовите мясо браминов? Так. 37. Рекорд побед. Толпа ликует. Вы чувствуете, как у вас открылось второе дыхание. Вы забрасываете еще одну порцию в рот. Толпа кричит 38. Ну, нашего блюда вкус особенный. Потому что мы собираем ингредиенты, пока брамины еще живы. Просто хватаешь брамины за мошонку. И срезаешь все 4 одним ударом. Но нужно быть осторожным. Обычно в этот момент брамин начинает беситься. 38-й лакомый кусок должно быть был съеден со скоростью света, но неожиданно он с той же скоростью силы выскакивает у вас изо рта. Вы отравлены! Последняя порция не засчитывается, на тебе все равно удалось побить рекорд и съесть 37. Держи обратно твои деньги. Вас тошнит. Отравление. Охеренно. Угу. Все. Такой. От хобары. Блин, на кой хер она мне рассказала про то, как... Блин, что за фигня? Да ничего она мне не расскажет, видимо. Старик. Пойдем к старику. Добро пожаловать в мотель Роза. Меня зовут Роза. То есть, фу, Корнелиус. Я заведую этим отелем. Чем могу служить? Ну так включи лампу, посмотри. Сейчас подойду. Ну как? Ну палкой этой. Что ты можешь-то? Так. Так. Если этим местом заведуете вы, то почему называется мотелем Роза? Роза моя жена. Я назвал это место в честь нее. Вам никто не говорил, что я женат? Кто такая Роза? Роза моя жена. Она заведует кухней лучших. Чё? Тох. Вот ты нарадом это. Точнее, ми нарадом. Да. А мне хобару надо. Тут че... Хобугун дали хохту. Хобару ме. А это я. Да, вперед.
Фаррелл мой самый лучший друг во всем мире. Чё, блин? Кажется, определенные слова действуют на него. Роза, комната, бегать. Сижу я однажды на унитазе, а из дырки вдруг вылезает огромная собака. Напугал меня. О, так мальчик выбежал у них из туалета, походу. Не ходите на ферму ужасов. Держите подальше от курятника, я чуть руки не лишился, когда кормил это чудовище. Не, сегодня днем хотел попробовать, но я уснул. Тупо прилег и вдруг уснул. Мария прелестная девочка, мы играли с ней в доктор, когда она была маленькой. Че за жесть. Я видел, как Джонни играл у колодца со своим псом мальчиком. Какой прелестный ребенок. Дэвин такой милый ребенок. Интересно, почему он совсем не похож на своего отца? Говорят, Гришин сватает своих детей. Интересно, Роза не будет возражать, если я заведу себе еще одну жену? Собаки у Розы очень злые, но я просто бросаю им немного вяленого мяса, и они перестают обращать на меня. Окей. Угу. Гришин хороший парень, но он продает нам потроха, чтобы кормить нашу огромную курицу. Так, хорошо. Капец, он просто кладезь каких-то ценных сведений. Так, попробуем зайти сюда. Так, у меня, по-моему, нету лопаты, так что возьму. Понадобится. Так, и что по вяленому мясу? Есть. Ну, Вик, ёлопал, отойди, сукин ты сын. Фига себе. Решу заказать игру на стрим Graveyard Shift от Freddays. Спасибо за 2000, я забыл переключить экран, кстати. Спасибо, енот, за 2000. Graveyard Shift at Freddy's. Так. Нифига себе. Спасибо за заказ. Graveyard. Наф игра. Ага, все, окей. Будет на следующем стриме тогда. Так. Угу. Так, заходим. Кидаем мясо. Погоди. Стой. Ёпта, где вяленое мясо еще? Да блин, твою мать, тупая херня. Сука, я не мог прицелиться в сраного сулика, потому что... Блин, дерьмо вонющее. На Game Jolt она есть, так как и разработчица... Серьезно? Кажется, легендарная игра. В смысле отменили? Там что такого? Понимаю. Категорически понял. Я забыл сохраниться. Так. Травила своего небинарного друга. Так это база. Шучу.
Осуждаю, осуждаю. Ути хорошие небинарные друзья. Их надо это, как, ну там... Так. А стоит ли мне Браминфрид делать? А давайте. Что вам известно о ферме ужасов? Из чего сделан пес-бургер? Так, она невольно вздрагивает, держись оттуда подальше. Я слышал от путешественников, что там по столбам привязаны разлагающиеся трупы, а ночью по полям расхаживают призраки и светятся. Я не знаю, насколько это правда, но знаю, что довольно давно туда вселился Карл, и больше его мы не видели. Все еще хочу есть омлет. Никогда не приходилось видеть омлет такого размера. Что же это за животное кладет такие огромные яйца? А тебе удалось попробовать пустынный омлет. Очень вкусно, не правда ли? Некоторые говорят, он обладает целебными свойствами. Она тревожно оглядывается. О, только что ушли новые посетители, я еще вернусь. Она так и не ответила бы на ваш вопрос. Рекорд побит. Все. Я отравился. А я так и хотел. А я так и хотел. Окей. Итак, что там по вяленому мясу? Сейчас у Сулика я вас заберу, пожалуй. Мальчик. А, да, надо сохраниться обязательно. Я Басу. Это продать можно. Да? Вот вещи продавать надо, вот такие. Подсказка. Хотя тут ты ничего не поймешь. Ого. Ну вот сюда вот ложишь. То, что все здесь, вот сюда вот ложи. Вот это нет. Потом вот это вот продать надо. О. Да. Вот это вот нажимаешь. Вот, да. Продать. Меню. Не-не, уже продается. Его И купят чё потом. тебе надо? А вот А, во, до хера вяленого мяса. один бакс. Там... Нет, иногда за час покупают, быстро покупают. По-разному, Ролкан. Так. Да, блин, я не то нажимаю все время.
Все? Нормально? Нет? Да я вам до хера вяленого мяса закинул. Уроды мелкие твари. Господи. Эти сраные собаки. Вот так вот. Теперь это я отвлекать. Это просто интересная, хорошая игра. Ну, Вик, козлина, уйди, пожалуйста. Но вроде они... А, погодите. А, Солик, ты решил меня подъебать, да? Хм. А чё эти собаки? Я что-то не понимаю, если честно. Вроде все делаю правильно же. Вот вяленое мясо. Выкидываю. Так, ладно. Хер с этими собаками пока что. Нужно найти магазинчик. Это вот магазинчик. Туалет. Вот он. Ебать. Пакость. Явно ядовитое биологическое вещество. Ага. Вот. Так, тут мы применяем динамит. Fire in the hole. Блин, отбегайте. Вик, ты... Блин, вот был бы Вик твари рядом со мной, я бы ему просто, блин, подзатыльник дал бы хорошенечко. А, не так получается. А, я понял, господи, я понял. Сейчас, подождите. Сейчас, короче, завожу динамит, ставлю таймер, применяю на камне предмет. Да, короче, как-то так. Так, взводим таймер. Все, отходим. Не понял. Она у меня в кармане все это время была, что ли? Что за дерьмо? Блин, ферма таинственная такая. Тут столько всего происходит. Какая-то у них тут большая курица, какая-то ферма ужасов. Пропал малыш какой-то. Пацан. По всем статьям кажется, что пацан умер, но нет, оказывается, он не умер. Скорее всего, он где-то находится здесь. Это ничего не даст? А, понимаю. Хорошо. Теперь давайте отойдем.
Один хороший взрыв, говорят они. Но одного взрыва не хватило. Это баг? Ну хорошо, да, попробуем еще один взрыв. Мне не жалко. Может, как-то я неправильно поставил бомбу, я не знаю. Я что-то неправильно делаю? Авкон, здорово. Ну да, но я так делал. И он там говорит, что это ничего не даст. Может быть, там конкретно какая-то определенная глыба должна быть, типа. Вот. Один взрыв мог бы легко расчистить этот проход. Хорошо. Так, давайте тут сохранимся прямо. Беру, ввожу таймер. Давай 10 секунд. Ах ты козел, Вик. Блин, я всегда знал, что Вик мудила, блин. Он типа что, на меня типа взъелся, что ли? А если не... Так. Ничего не даст. Ну, давай таймер минуту поставлю. Ну я лежу. Вам удалось выбраться из ямы как раз вовремя, за вашей спиной гремит взрыв и вас подкидывает волной воздух. Вы приобрели 500 опыта. Вы получили ранение, потеряли. Че, вы тоже, да? Вам тоже плохо? $31. Да Вику всегда плохо. И чё тебе надо? А, ну да. Всем паршиво. Босс, мне нехорошо. Толчок взорвали. Нормально. Так, дай поесть. Омлет пустошь. Все. Но вылечился только я, да? А вы, пацаны? А вы со мной не кушали. Понимаю, понимаю. Так, давайте их тогда стимуляторами подколем. Особенно Сулика надо подколоть. Сулик у нас прям такой мега боевой дикарь. Нормально, справились. С горя пополам. Угу. Крыс. Ну чё, ублюдок?
А. Что-то я рано отошел. Убийство их так, ага. Фрукты. Золотые часы Корнелиуса. Это древний хронометр, известный как карманные часы. Для этой реликвии время истекло уже много лет назад. Лопата. Ток сена. Ничего необычного. Ты как ты достал ныть все время, ноет и ноет. Грабли. Стена пещеры. Яичная скорлупа. В смысле? Большая куча обглоданных костей. Я не понял. Это яйца кротокрыса, что ли, все это время были омлеты? Ничего не даст. Ну, я, если честно, не понимаю. Ну, короче, прикол в чем? В том, что как будто бы, блин, была надежда на то, что я найду Джонни, но Джонни я не нашел. Не, я захавал кротокрыс кого-то. Да вряд ли Джонни он захавал, не? Просто ну, он же вообще же другое место. Старик морщинистый, что по сравнению с ним грецкий орех кажется гладким. Вот открой. Угу. Вот видишь, как тебе показывают же. Да не крал я никаких часов, так что хватит сюда ходить и издеваться над бедным старым Фарреллом. Часы ты вообще о чем? Все обвиняют меня в том, что я украл золотые карманные часы своего лучшего друга Корнелиуса. Мы с Корнелиусом были друзьями с тех пор, как я себя помню. Я бы никогда не взял его часы. Я все обыскал. Я думал, найду их, и мы снова станем друзьями, но я их так и нигде не нашел. Так, я здесь побуду еще какое-то время, если найду их, то скажу. Правда, никто не хочет мне помогать, потому что все думают, что я украл часы. Как здорово, хоть кто-то мне поверил. Для разнообразия я уже всех об этом расспросил. Но думаю, мне не помешает спросить их еще раз. Может, тебе расскажешь что-нибудь? Ты что-то говорил о часах. Так, ладно. Не, ну часы я нашел. Горожанин, торговец. Ну, кстати, тут торговцев очень много в этом адоке. Привет, мы уже встречались. Мне кажется, какая-то изобретательная крыса тащила у вас часы мне, но мне удалось найти это в ее норе. О, повысили уровень. Это мои часы, зачем они у тебя? Отдай немедленно, он выхватывает часы у вас из рук. Иди-ка ты отсюда, мы здесь воров не жалуем. Вот тебе и благодарность. Так, ремонт 100, красноречие 100.
Давай науку на 100. Взлом на 100. Ну и дальше ну, по огнестрелу. Все. Да. 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 Нормально. Нет, мы уже встречались. Кто такая Роза? Так. Огромная собака, это он кротокрыса назвал, блин, огромной собакой. Мудак. Я понял. Как с собаками-то это поладить. Надо направить на собаку, нажать вяленое мясо, так они и схавают нормально. Правильно? Правильно. Это ничего не даст. Ну, класс. Погодите, или вяленое мясо можно... Ничего не даст. А как шурик сделать нельзя? Типа, ну... Не знаю. Было бы прикольно, если бы можно было бы скомбинировать предметы. Типа, снотворное и вяленое мясо. И нормально. Да. Так, Роза. Хот-дог из бромина. Везде дерьмо валяется теперь. Да, вот это я, конечно, жестко взорвал. Теперь целая локация в дерьме. Ну, я не знаю, я вроде нормально осмотрел колодец. Но вроде бы казалось бы, да, что еще можно сделать? Может быть, лопатой? Нет. Вы не можете туда попасть. Камни. Да вряд ли это сработает еще раз. Ну, типа, взорвать. Я даже пробовал, как будто бы, но... Я просто подумал, может быть, это сработает так же, как и с туалетом. Просто надо выйти отсюда. Но нет, да? У тебя квест пацана найти, да. Бак. Большой водяной бак, на вид в хорошем состоянии, что, наверное, должно... Он вроде вообще не в городе? Серьезно?
Ладно, все, больше не подсказывай. Вообще не в городе. Так, динамит потратил. Почему зря? Мгм. Бесполезная, блин, собака. Ружье Джонни не нюхает. Тут дофига квестов, делай их. Ну, я понимаю. Так. Был тут. Тут тоже был. А, погоди, у Гриши еще что-то было, по-моему. А что такое? Пушки и пули. У-у-у. Так. 82. Ну, пойдет. Пойдет. Слаутерхаус. Корову вылечил. Стадо браминов Гришима спас. Начал квест пацана. А, погоди-ка. Давай-ка зайдем к этому другалёгу. Как его там звали? Фрэнсис? Фаррелл. Теперь что? Так, в основном работаю в огороде, тщетно пытаясь заставить эти чертовы растения расти без воды. Но ничего не получается, потому что там завелась целая куча вредителей, я не могу от них избавиться. Без еды с огорода я скоро умру с голоду. Ну, я сразу помогу тебе. Это было бы чудесно. Мой огород находится к востоку отсюда. Пойдем со мной, я покажу тебе. Ах, вы крысы, дерьма, вонючего. Бэм. Сокрушительная победа. Так. А почему не могу призарядиться? Странно. А, в смысле, патроны кончились? Да ну... Серьезно? Этот день наступил? Да ладно. Реально кончились. Вау. Этот день наступил. Бывает же. Блин, хочется побольше патронов на револьвер найти. Все-таки револьвер крутой. Типа... Боже, ну и дерьмо. Но не буду же я все время стрелять очередью из этого автомата, чтобы убить кого-нибудь. Что за особо крепкая крыса это была? О. Да, с особым пристрастием уничтожаем вредителей. Вот тот чел забегает в огород и просто... Сузишки. Да.
Лучшая работа в мире, да? Так. Крися умерла. Кажется, мне удалось убить их всех. Мы прибыли... Ага. Ага. Очистили сад Фаррелла. Все. Колин Фаррелл будет останется довольным. Теперь что? Я перебил всех вредителей в твоем огороде. Спасибо тебе, это и правда... Ты и правда герой из героев. Немногие стали бы рисковать жизнью ради незнакомца. Спасибо, спасибо, спасибо. У вас возникает ощущение теплой волны, которая прокатывается по всему телу. Ну теперь кровушкой польет. Да. Ну типа, чё бы нет. Оно же тоже влажное. Так, ладно. Алхан, иди там играй, что ты играешь? У меня сын Арена Брикаут играет на мобиле. Прикольно. Довольно-таки неплохо. Так. Вот теперь бы с собаками разобраться, слушайте. Вот теперь с собаками надо бы разобраться. Не, конечно, можно пойти еще на ферму ужасов. Не понял? Лом? И чё тебе надо? Так. Толик, можешь посоветоваться Ну, с духами? духов-то понимать нелегко. Нет. Они видят такие вещи. Мы и ты так не умеем. Что они говорят об этом месте? Духи недовольны. Другие притворяются духами. Пугают их, как детишек малых. И чё тебе надо? Понял. На ферме нет призраков, да? Так, а что если я просто, ну, подорву эти камни? Не знаю, куда делись собаки, но они исчезли. Привет, тому, Торонто. Че спать под фоном Фолочи? Нормально. Оу, yeah. Кажется, внутри движется что-то большое. А, блядь, ебать, это ж, сука, коготь смерти, Вы чё, ебанутые, нахуй? О, пизда. А как они его, блин, вообще этого, я не понимаю. Солик. Солик, сука. Пацаны, вы где? Яйцо когтя смерти умер. Нифига себе, в смысле? Оно начинает ебашить свое потомство? Курица рос. Кошмар какой-то. Оно просто загородило весь путь. А, оно вышло все-таки. Тяжело ранено. Найс.
Давай, 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 пацаны. Жизнь не везет, вот это мне везет. Не будет теперь деликатеса. Ну да. Ну чё? Нет, с одной стороны, я их супер, наверное, спас, ты прикинь? Это, сука, целый коготь смерти, нахуй. А что было бы, если вдруг Роза однажды умерла или еще что случилось бы? Яйца бы вылупились. Пошло бы потомство когтей смерти. Просто отсюда вдруг вырвалось бы дохуя когтей смерти. И все, всем хана на этой ферме. Все, целый город бы просто опустошился бы. Я на это смотрю так, если что. Глаза бей, быстро бьешь. Да, нормально, нормально, нормально. Я справился. 800 очков опыта. Не, ну то, что омлета уже не будет, то да. Это плохо. Затыкали, да. Яйцо как когти смерти. Мясо брамина. Яичная скорлупа. Вроде бы все. Зачем яйца ломать? На всякий случай. Я не хочу, чтобы случилась ситуация такая, как, например, в конце каждого фильма ужасов уже там есть такая типа сцена после титров, так сказать. Когда типа какая-нибудь там, типа, ну какое-нибудь яйцо, и вдруг оно, типа, чик-чик шевелится или еще что-нибудь такое. Или трещина пойдет по скорлупе, типа. Давай омлет, пустошь. Мне очень жаль, мы больше не подаем омлет. Какой-то идиот ворвался в мой курятник и уничтожил куру. Мне очень хотелось попробовать ваш знаменитый омлет. Наверное, теперь придется остаться голодным. Какой-то идиот. Так, но что насчет хот-дога из брамина? Или пёс-бургера? Она быстро исчезает за прилавком и возвращается с вашим заказом. Конечно, но побыстрее, дорогуша, я хочу. Так. Из чего сделан пёс-бургер? Вы никогда не слышали вещи под названием гэг? Ты говоришь гэг? Нет, ничего подобного не слышала. Я знаю отличный рецепт супа, для которого нужен на 3 гэг. Но вот штуки под названием гэг я не слышала. А кто это сделал, да? Так, пёс-бургер. Наши бургеры сделаны только из самой лучшей первоклассной собачатины. Мясо измельчается, а потом формируются небольшие котлетки. А чтобы придать им уникальный копченый привкус, мы медленно пожарим их на сушеном брамине навозе. Блин, классно. Просто шикарно. Вау. Вау, вау. Так, в эту сторону не пойти. Может, наверху что-то есть. А, предел карты. Автомобиль. Тут ничего. Меня вообще удивляет тот факт, что тут собаки бегали. Ну. Тут целый, сука, коготь смерти. И собаки бегают. Ну, вообще как-то ненормально, не? Но, чё собаки, типа, не херевали?
Типа, ну, они же явно могут чувствовать. Охрана курную, блин. Погоди, кто это? Вы видите помощника скотника. Боже мой, как я хочу спать, если бы только кто-то перестал со мной разговаривать. Ну, сорян, блин. У пацана перерыв. Старый добрый детский труд. Так, Бесси тут ходит у меня. Так, ладно, видимо, нам надо выйти за пределы карты и переместиться в ферму ужасов. Наверное, так делается. Горожанина. Так, может, у Гришима что-то еще есть? Что там за люди еще? Давай упаковку куплю. Красивый молодой мужчина. О боже, прекрасно сложенная и соблазнительная женщина. Приветствую, незнакомец. Меня зовут Мария. Знаешь какие-нибудь слухи? Ты как раз по адресу. В этом городе так скучно, что ничего не остается делать, кроме как сплетничать. И она продолжает говорить, и только спустя какое-то время вам дает ставить слово. Так, расскажи о Девине. Он мой родственник, я не сплетничаю о своих родственниках. Так, последняя сплетня. Роза. Так, Роза хозяйка мотеля Роза, значит так. Я тебе этого не говорила, тебе никогда не интересовало, почему ее курятник так хорошо охраняется. Она говорит, что это якобы для защиты ее кур от хищников, но если как следует присмотреться, создается впечатление, будто она пытается, скорее всего, не выпускать кого-то, а не впускать. Кроме того, где бывают куры, которые откладывают 5-килограммовые яйца? Брамин-мутанты. Это все очень странно, но я слышал, некоторые владельцы раньше говорят, будто иногда брамины рожают телят только с одной головой. Вот уж странно. Да. Так, что можешь рассказать о скотобойне? Да нечего рассказывать. Моя семья содержит скотобойни, люди со всей округи приводят сюда своих браминов на убой. Браминов забивают, мясо валят и потом продают торговцам, которые в свою очередь развозят его по разным городам. По-моему, все довольно скучно и банально. А ты тут чем занимаешься? То я на подхвате тут, то там. Тут совершенно нечем говорить, хлопать глазками. Окей. Мне бы очень хотелось узнать тебя получше. Ты права, хватит разговоров, приступим к делу. Ты уже знаешь, что хочешь этого. Чего? В смысле? Че, типа, флиртуем? Мне бы очень хотелось узнать тебя получше. Давайте нам, например. Я очень тронута. Никто никогда не хотел узнать меня получше. Они все только и хотят секса, секса, секса. Мне так надоело постоянно заниматься этим диким сексом. Я очень рада, что ты не такой, как остальные. Знаешь, я всего лишь обычный парень, как все остальные. Даже все мои друзья говорят: но ты такой клевый, потому что ты обычный, как все остальные. Да, я воплощение обыкновенности. Сохранись? В смысле, зачем? Ах ты шлюха! Мне на мгновение показалось, что в тебе есть что-то особенное. Вот этот первый вариант прикольный. Ты самый интересный человек из всех моих знакомых. Можно задать тебе еще несколько вопросов. Так. Ну, второй вариант забавный. Давай второй. Какое разочарование. Ты ничем не отличаешься от всех остальных, да? Да. Пока.
Так, сохранимся. Ну да, кстати, мы же много чего сделали, по сути. Убили курочку. Привет, меня зовут Дэвин, я помогаю отцу на скотобойне Мадоке. До меня дошли слухи о тебе и браминах. Лол, что? Это ложь, я просто хожу в загон по ночам, чтобы убедиться, что все заперто. Знаешь, тут столько диких зверей вокруг. Ладно. А теперь соблазни ее угорнешь. Ну, погоди. Расскажи мне о своем отце. Отец управляет скотобойней как отец. Он ничего себе, но я дам тебе небольшой совет. Если хочешь свести с ним дела, обычно, когда он заключает с кем-то сделку, он умалчивает о важных деталях. Окей. Может, нам устроиться поудобнее? Чего? То есть так тоже можно? Чем ты занимаешься на скотобойне? Ну, то есть я присматриваю, слежу там за всяким. Я ведь в конце концов сын владельца. Это заведение достанется мне, когда папаша отдаст концы. Окей. Не, ну пятый вариант, конечно, забавный, походу. Так, ну-ка давай попробуем. Ух ты, никогда бы не подумал, что такая красивая женщина попытается меня соблазнить. Что? Ты не женщина? Не волнуйся, ты такая симпатяга, что я совсем не возражаю. Если ты мужчина. Бля, пиздец. Так. Смотреть в твои глаза райское наслаждение. Давай не будем портить этот волшебный момент словами. Так, хватит слов, ты испортишь удовольствие нам обоим. Так. Да. Должно быть, это какая-то ошибка. Мне просто нужно было задать тебе несколько вопросов. Да, мы тут тоже угораем. То есть я, по сути, могу соблазнить типа дочь или сына этого Гришима. Типа, тут такая тема. Понимаю. Но у нас, короче, в России так-то ЛГБТ говно запрещено. Так что нормально. Идем заниматься нормальными мужицкими делами. Так, что там? Ты самый интересный человек из всех моих знакомых. Краснеет. Хватит, ты меня смущаешь. Ты просто самоочарование. Подойди ближе, сядь рядом со мной. И правда шлюх. Мне уже казалось, ты никогда меня об этом не попросишь. Мне кажется, слишком далеко заходит. Мы не можем просто поговорить. Я больше не могу себя сдерживать, ты самосовершенство. Она срывает с себя одежду, потом срывает одежду с вас, и потом мир для вас изменился навсегда. Минус хп, почему? Урон от я... я же траванулся. О, батя, о черт. Гриша. Как ты смеешь пятнать честь моей семьи? Это же Мария. Есть только один способ и все исправить. Как? Ты не хочешь мне объяснить, что ты делаешь с моей дочерью? Я доктор, я просто провожу полное обследование ее организма. Правда? Тогда почему вы оба голые? Микробы. Я хочу сказать бактерии. Очень важно быть чистым во время таких осмотров. Ну раз ты доктор, все в порядке, давай одевайся. Из-за подобных недоразумений ходят всякие потом слухи. Пока ты здесь, я тебе хочу сказать, у меня в последнее время жуткие боли в анусе. Может, ты посмотришь, что там такое? Слушайте, ну прям этой семейке надо бы сниматься в порно. Да. У них реплики прям очень такие провокационные все. А, стоп, я же убежал. В смысле? Почему? Что? Почему я убежал? В смысле? Почему я голый? Ух, ебать. Так. А тут есть патроны вообще? 5 патронов есть. 5 патронов. Пак.
Кажется, эти трупы не настоящие, это всего лишь муляжи, покрытые внутренностями броминов. А, вот оно что. Ну да. Если бы не выкрутиться, он тебя под дулом ружья поведет на женитьбу. Старый добрый деревенский способ найти себе родственников. А по-американски, по-американски. Ну хотя не по-американски, а по-деревенски скорее. Нифига у них тут броминов нормально вообще. Прикольно. Хорошо живут. Кувалда. Веревка. Так, веревку я беру. Блять. Так, вы падаете метров с 4-5 тускло освещенной пещеры у дальней стены, аккуратно сложены различные фермерские инструменты. Вы получили удар, но здоровье не потеряли. Но я лежу. Вик получил удар, но здоровье не потерял. Вик получил ранение, потерял. Так. Мальчик потерял ранение. Так, окей. Кажется, это охранник. Я лежу при этом. Нам велено всех наземников провожать к Вейгеру. Тебе никто не причинит вреда, пожалуйста, пойдем сами. Ну, вопрос. Ответь на все твои вопросы. Ну хорошо. Я пойду с вами. Посетитель, так, кстати, как раз размышлял, как можно связаться с наземниками. Но теперь, благодаря твоему своевременному появлению, можно об этом не беспокоиться. Добро пожаловать в дом ущельцев. О чем от меня надо? Мне к тебе простая просьба. Нам необходимо связаться с городом на юго-западе. Кажется, он называется Мадок. Ты не согласишься нам оказать услугу? Но мне надо задать тебе вопрос, прежде чем взять это поручение. Потому что это честно. Я не ожидал, что кто-нибудь слепо взялся бы выполнять задание незнакомцев, предварительно ничего о них не узнав. Задавай свои вопросы, я постараюсь ответить на них как смогу. Почему нельзя кому-то поручить из вас? После ухода сменилось несколько поколений, и мы приспособились к жизни под землей. Мало кто из нас способен находиться на поверхности, так как мы не привыкли иметь над головой бездонное море пустоты. Для некоторых чувство падения вверх настолько велико, что они падают на землю и лежат, не двигаясь, и крепко в нее вцепившись. Нихера себе. Но это не основная причина, мы все не выносим яркого света. Того, что вы называете солнцем. Из-за долгой жизни под землей наши глаза стали слишком чувствительны к свету. Мы не можем далеко отойти от нашего подземного дома. Сколько поколений у них тут? Так, расскажи мне о своем народе. Когда-то давным-давно мы были такими же, как и вы, наземные люди. Так. Ай, блин. Здорово, Гудзон. Привет. Топчем пустошь, да. Так. Мы также жили над землей, пока мир на поверхности не заплывал. Мы потомки одной из тайных организаций самообороны. Наши предки ушли сюда вместе с семьями, чтобы спастись, и запечатали вход. На протяжении нескольких поколений мы жили здесь, в лоне матери земли. Прикол. Короче, прикиньте, что? Это люди, которые жили под землей. Ну, типа, жили в самодельном убежище, а не от Валтека, короче. То есть, есть же такие, типа, американцы-параноики, которые строят бункера, типа, под землей. Видимо, одна из таких семей. Но при этом бункер они, типа, настолько огромно построили, что, ну, тут много народу уместилось. Так, как организована ваша оборона? Достаточно, больше никаких вопросов. Принимаю решение сейчас же. Ну хорошо, я доставлю ваше послание в Мадок. Я знал, что ты поймешь. Вот послание, в котором содержится наша просьба. Пожалуйста, доставь его в Мадок и передай его их главе. Когда выполнишь задание, возвращайся сюда. Я скажу защитникам, чтобы ожидали твоего возвращения. Мы все благодарим тебя за помощь.
Гули. Как выглядит солнце. То есть гули, есть нормальные люди. А как так получилось, что некоторые, ну, стали гулями, а некоторые нет? Вот это любопытно. Ущелец, ущелец. Ха, кротокрыс, лол. Радиация, логично. Ну ладно, радиация, но радиация же оно не, ну, поражает людей выборочно. Понимаешь? Штука в том, что некоторые гули, а некоторые нет. Вот что меня удивляет. Так там потомство, небось. Ну, как бы тоже, но... А, я вот сюда упал. Окей. Может, они лазили на поверхность. Ну, вопросы есть, конечно, да. Так. Пир фарм. Может, дети разведчикам. Но я вот думаю о том, люди подвержены радиации. Насколько они, ну, типа, такие могут, ну, я хз. Маленький мальчик, помогите. Маленький мальчик, помогите. Помогите, помогите. Здрасте, я вас здесь раньше не видел. Как тебя зовут, малыш? О, меня зовут Джонни, а вас? Меня зовут Нолан. Ну и мама, и папа послали меня за тобой. Вот, клево, я хотел пойти домой, но Вегер говорит, его люди не могут ходить так далеко над землей и не могут отвезти меня. Не то чтобы я в вас сомневался, но хочу спросить, как вас зовут моего папу? Балтас. Правильно, ура, я отправляюсь домой. Спросите Вегера, можно ли вам забрать меня домой? Он был так добр ко мне. Я не хочу уходить, пока он не разрешит. Ну, значит, они ровные ребята, слушайте. Нормально, ровно ребята. Окей, окей. Сейчас все мирно, добротно решим. Хорошо все будет. Гарантия качества от меня, ёпта, гарантированно сейчас все будет хорошо. Я это как его, миротворец. Вагир. То есть... То есть сначала надо доставить послание и только потом все остальное. У них тут вроде есть торгаш, серьезно? А он со мной торговать будет? Ну типа сейчас. Я бы сразу избавился от много чего. Ущельниц. Ущельниц. Не помню, честно. Во. Нет. Блин, одни ущельца. Да. Да, короче, давайте быстренько доставим сообщение. Да, пойдемте. Мусорный бак, вы в 2 можете разобрать надпись на наклейке, сохраняя улицу своего города в чистоте.
Прикольно. Шериф Джо. Так, у меня есть сообщение для вас от главы ущельцев. Ущельцы? Кто это такие? Что это? Джо открывает и читает послание. Невероятно. Все это время они жили под землей. Они говорят, что готовы обменять еду на лекарства и другие вещи. Правда, я не уверен, что им можно доверять. В конце концов, они же убили Карла и всех других людей. Что ты думаешь? Все эти трупы не настоящие, всего лишь муляжи, покрытые внутренностями бровинов. Они просто хотели отпугнуть воров и посевов. От воров ага. Не настоящие? Но я ведь видел эти трупы собственными глазами. В любом случае, Карла еще не нашли. Я вернусь, когда выясню, что случилось с Карлом. Мы планируем напасть на ущельцев через несколько дней. Точнее, 31-го. Ебать. Ты че меня дрочишь так жестко? А ты машину не починил? Пока нет, я не нашел топливный регулятор. Я хз, где он? У меня ремонт 100. У меня есть какая-то деталь? Есть 2000 долларов. Но именно топливного регулятора у меня нет. Я рад снова тебя видеть. Я так понимаю, что наше сообщение для жителей Мадока доставлено, как они его восприняли. Я хочу отвезти Джонни домой к его родителям. Вижу, вы с Джонни уже познакомились. Мы нашли его в одном из наших самых глубоких туннелей. Он сказал, что он упал в высохший колодец рядом с домом, а затем случился обвал, и он оказался запертым в туннеле. Мы относимся к нему как к одному из нас, и его уже все успели полюбить. Поэтому ты поймешь мое нежелание доверять мальчику-незнакомцу, человеку, который еще не доказал свою надежность. Я отпущу Джонни, когда буду уверен, что он доберется до дома в целости и сохранности. Отвис. Ну как ощущение от Фоллача 1 и 2? Ну, 2 намного лучше. В том плане, что 2 он... Ну тут контента побольше. Это точно. 1 что-то очень быстро я прошел. За один стрим я вообще не ожидал, что я так быстро его осилю. То есть я просто тупо... Если коротко рассказать мои приключения в первом Fallout, я иду в Shady Sands, выполняю там какие-то поручения, там что-то этого. Иду до ханов, разъебываю ханов, получаю очень рано, насколько я понимаю, супер броню, блин, металлическую. Desert Eagle. Забущенный крутой снарягой двигаюсь дальше. Где? В какой части хаб или дыра была? Дыра, по-моему, в первой части была или в этой части? В этой части, по-моему, дыра. Хаб в первой была, по-моему. Короче, в хабе там какие-то дела решаю, что-то этого. Там был какой-то квест от какого-то типа. Он говорил, его дом заняли какие-то налетчики. Я пошел к нему домой, со всеми разобрался. Возвращаясь к этому чуваку, он мне дает тот самый пистолет из бегущего по лезвию. Потом еще мне было достаточно дерьма, чтобы купить снайперскую винтовку, но это было до того самого пистолета. После того, как я получил тот самый пистолет, я уже только им пользовался. Потом все вело тому, что я должен пойти узнать, что там вообще творится у могильника. Там враждовали типа 2 группировки.
но на самом деле они оба хорошие, но что-то там у них творилось непонятное. Вроде как регуляторы там что-то какую-то хуйню творили. Но я как-то подзабил на этот квест, потому что вышел на последователей Апокалипсиса, и они такие сказали, что какая-то мутная хуйня творится у собора, у каких-то фиолетовых чуваков, у чуваков с фиолетовыми балахончиками. И там типа есть какая-то вот девушка Лаура, типа шпионка. Я должен с ней типа подэтоваться и там прочее. Короче, в общем, там были супермутанты-невидимки, мы их разъебали, убил там какого-то Морфеуса, забрал ключи, вся херня, вернулся на первый этаж в подвал, активировал, сука, ядерную боеголовку, взорвал весь собор. И потом еще перед тем, ну, перед всем этим я взломал их компьютер, узнал о том, что они получают какие-то поручения и координаты, так сказать. Ну, вся координация шла дистанционно из какой-то военной базы. Узнал, где эта военная база, и я такой, блядь, так я помню, что военную базу надо разъебать. Ну, то есть я давно уже проходил, типа, Fallout. И просто тут пошел в военную базу, разъебал... Ну, точнее, там по-хитрому я поступил. Я просто одел балахон этого самого, типа, чада собора, прошмыгнул, активировал систему самоуничтожения и убежал. Только под конец у выхода сразился с супермутантами. И все. То есть я даже водяной чип не находил. Я просто как-то на удивление быстро прошел игру. Я даже не спидранил. Я читал все квесты и там прочее, старался все выполнять и так далее. Но как-то так сложилось, что у меня рут моего путешествия так пошел, что я просто следовал тому, что мне говорят, типа, NPC. Ну, скорее всего, там, скорее всего, туда иди, туда, и все. Я вышел на военную базу, и все. Супер легко. А тут уже, да, намного запутаннее. То есть, как будто бы разработчики такие, да, что-то первая часть у нас слишком какая-то легкая получилась, и очень много контента, видимо, пропускали, типа, игроки. И поэтому они такие, давайте сейчас сделаем, типа, нормально. И все. Добавили систему кармы, там, типа, видимо, что-то типа репутации, отношений и так далее. То есть не так просто теперь выудить какую-то инфу и так далее. То есть обо мне уже тут, типа, в натуре есть какая-то репутация, у меня высокая карма, и теперь уже люди узнают меня, так уже. Я представляюсь как Нолан, это ты, типа, ебал. Так, я так 4-й проходил, завалил сразу почти этого монстра главного, случайно набрел. Случайно монстра какого-то. Ну, вот, может, дойдем до 4-го фоллоча, там посмотрим. Так, у них есть кое-какие замечания, предложения. О чем? Они не доверяют вам. В конце концов, вы убиваете тех, кто случайно навредает на ферму, насаживаете их тела на коле. Они хотят знать, что случилось с фермером, который здесь жил. Мы лишь спугнули его с фермы, ничего больше. Полагаю, он отправился домой, когда выяснил, что на ферме обитают призраки. Защитники сказали, что он направился на запад. Можешь поискать его в том направлении. Они не доверяют вам, в конце концов, вы убиваете тех, кто случайно забрел на сарочек тела. Мы мирный народ, и мы никогда никого не убили. Эти трупы просто муляжи, которые мы сделали, чтобы отпугнуть от фермы воров. Если как следует присмотреться к этим трупам, ты заметишь, что это всего лишь чучело. Буду держать тебя в курсе дела. Ёбаный в рот. Теперь искать этого Карла. Ёб твою мать. Ну, то есть, как? Как его найти? Он на глобальной карте, наверное, убежал куда-то. Или все-таки он где-то поблизости может быть? Ну, скорее всего, где-то
на глобальной карте. Вряд ли он тут где-то. Да ладно, не пустые все-таки. Ладно, веревку хотя бы возьму. Перелом у NPC. Ну какого? А, очевидно, это Вик. Где этот коллега, ёб твою мать? Вечно Вик. Как он меня достал? Почему все не могут быть такими спортсменами, как Сулик? Это же, блин, постапокалипсис, ёб вашу мать. Запад. Я же правильно пришел на запад? Или это не запад? Зависимость. Вы не можете вылечить искалеченную левую ногу. Ну как сказать? Может быть, смогу. Не, ну вряд ли, конечно. Погоди, какое число сейчас? А, время есть. Но его мало. Черт, надо поторопиться. Какая ферма? Тут есть ферма? Тут нету фермы. Пустота. А, это ферма. Я же двигаюсь правильно? Пизда. Я не успел. Так. Хочешь конфет? Я тебя не боюсь. Может, внезапно кто-то окажется торговцем. Бедолаги. Ну, им приходится по земле жить. Тупо приходится. Так, надо действовать как-то быстро. Не, ну если Карл мертв, то это пиздец. Так, надо... Сейчас, погодите-ка. Компас. Да, правильно. Он сказал на запад он пошел. Я и шел на запад.
Хотя, погоди. Да, блин. Только динамит у него есть. А предложить мне особо нечего. Ладно. Мэр Джо. На запад. Так, защитники, значит. Может... Может, тут есть конкретно челики по имени Защитники? О, защитник. Слава богу, мы шли без тебя. Ну, кстати, у них, да, типа отношение ко мне получше стало, на самом деле. А ты ничего для наземника. Так, моментик. Моментик. Ладно, попробую просто пойти обратно в Мадок. Может быть. И поболтать с Джо. Выгребная яма. Сука, но учитывая то, что у них тут и коготь смерти есть, и вот это вот все. Его реально могли просто очень легко убить. Ну, кто угодно практически. То есть он мог просто прийти домой, типа, здесь посрать у мотеля, типа, Розы. И там кротокрыс его мог унести просто к херам. Блять. Где мне найти этого сраного Карла? Слеттерхаус. Яичная скорлупа.
Не, какова вероятность, что я его просто так вот тут найду? Очень много яичной скорлупы. Так. Племя Умбра, Мадок. Может, у них запад это восток, я хуй знаю. Блин. Теперь у меня перелом. Хорошо, ладно, пойдем. Он говорит, он отправился домой. Отправился домой. Кирпичи. Дараба, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Может, этот придурок тут пошел дальше, типа, ну... Вряд ли, конечно. Почему нельзя расспросить нормальных защитников? Нет, тут явно что-то не складывается нормально. Мне нужно что-то... Ну как-то это... На запад. Просто на запад. В том направлении. На запад. А как это на запад? То есть... На запад не под землей же, а... Снаружи, скорее всего. Может, вот эти уроды что-то не договаривают? Только для рабочих. Так. Может, Джонни что-то знает? Я хз. Прикол, у них тут воды до хера вообще. Ты меня съешь. Лол, а где Джонни? А вот он. Пока нет. Я хочу домой. Большой бак для хранения жидкости. В данном случае, видимо, он был разработан для хранения воды.
Водяной насос. Это продукт, который качает воду вниз. А я с ним что-то могу сделать, видимо. Капец у них водяной насос, конечно. А может ли быть так, что они немного исчерпали запасы воды как-то... Что засуха у тех началась? Ну, как-то странно, на самом деле. Вряд ли. Ну, я думаю, это так, ну, внезапно, резко не должно происходить. Ну, засуха воды-то. Ну, бред же, не? Так. Че, просто буду двигаться на запад тогда? То есть, он, грубо говоря, мне говорит, иди направо, налево. Ну, запад, вот. Запад. То есть, не, ну, вот запад. Да, вот, запад, правильно. Несколько бездомных людей. Дайте еды. Еды. Хочешь играть? Еды. Помогите. Мы хотим еды. А как я вам еду дам-то, лол? Ну, например, держи. Попрошайка берет еду. Так. Попрошайка берет предмет. Я теряю единицы кармы. Ну круто, блин. Надо было просто убежать оттуда, что ли? Или бросить всю еду на пол? Я не понимаю. Я же им всем давал еду. Может, реально путают, а? Типа, ну, право-лево. Я хз. Не, я по времени, вот, знаете, в чем дело? Не успеваю. По времени не успеваю. Они вроде как должны напасть 31 сентября уже. Вот что. Я жестко ограничен по времени. Может, пойдем в Мадок и там попробуем как-то добазариться? Или может... Пастбище браминов. Тут никого, ничего. Правда, костры какие-то. Но нет. Блин, из-за тупого Карла куча народу погибнет просто. Один тупой трусливый фермер. Испортит все. Так. Может, по приколу еще этого чувака, типа, соблазнить.
А второго трахнул по приколу. Ты паровоз, а я вагончик следую. Спустя 15 минут и пара стонов. Что здесь происходит? О, черт, отец. Твою мать, я знал, что Дэви не такой человек, как все, но теперь есть только один способ все исправить. Даже не пытайся мне ничего объяснить, я ничего не хочу слышать, я иду за священником, что все... В смысле? Лол? Дорогие прихожане, мы собрались здесь. Эй, Джо, может мы сразу перейдем к клятве в верность? Джо перелистывает страницу книги. Хорошо, прежде чем мы начнем, если тут, ну... Кто против, типа? Парень. Продолжать, пожалуйста. Согласишься ли ты, Нолан, взять от этого человека по имени Дэвин в законные супруги? Конечно же, не вынуждай меня, мы ведь не хотим, чтобы Дэвин стал вдовцом. Блин, да. Согласишься ли ты, Дэвин, взять этого человека по имени Нолан в законные супруги? Да, конечно. Власти данной мне законом пустоши, я провозглашаю вас законными супругами, можете поцеловаться. Пиздец. Ебать. Я знал, сынок, у меня странный. Блять. Чем могу помочь? Блять. Да я по приколу хотел чисто трахнуть второго челика. Каким оружием ты владеешь? Я отлично умею обращаться с ножом. Еще однажды отец заставил меня забить Брамина до смерти монтировкой. Однажды отец пытался научить меня стрелять из пистолета, но я еще испугался и чуть не застрелил его. Бля, тяжело, тяжело, тяжело. Держи ножик, братан. Держи ножик. Держи ножик. Может, ему монтировку еще дать? Если что, на территории России пропаганда ЛГБТ запрещена. Это все в рамках юмора и, ну, все такое, короче, произошло. Так, привет, отец 113. Стас, как так, а тебе, чтобы бойни не было, надо же квест идти выполнять, не? Какой Стас? Ты в порядке? Ладно. Так, поведение, да, посмотрим. В смысле нет? Так оружие тебе... Че, неужели тебе монтировка будет? Без оружия? А поздно уже. Я отправил. Думал, посмотришь и все. Я отправил. Чего? Ты о чем? Холодная. У меня вопрос. Вы бы попробовали сыграть в рогалик игру по мотивам якутского фольклора? Да, да, конечно. Война. Поиграйте... О, боевой нож. Найс, найс, найс. А ты про какую игру говоришь? Я, может быть, просто уже играл. А где мой телефон, кстати?
Процесс создания. Ништяк. Не, я с радостью поиграю. No problem. Мы планируем напасть 29-го. Сегодня 26-е. Так. Джонни жив, его спасли люди, которые называют себя ущельцами. Если вы не в состоянии... если вы в состоянии еще немного подождать, я сделал все возможное, чтобы побыстрее доставить Джонни домой. Я знал, что Джонни жив. Говорите, нужно ждать? Я не понимаю, он ранен? Мои инстинкты говорят мне, что нужно идти к сыну, но я чувствую, что вы по-настоящему заботитесь о нем. Пожалуйста, поторопитесь и верните моего мальчика. Сегодня 3-10. Ну можно не торопиться, да? Нормально. Так. Ну тогда, блин, я не знаю. Так. Вся жизнь впереди еще. Да. Так, они говорят, он направился в сторону дома, на запад, отсюда. Типа он немного шагнул вот сюда вот влево и проебался. Я что-то не пойму. Как мне его найти? Так где этот сучий Карл, блин, вообще не понимаю. Как его найти, как? Потерял щегла. Ну он мудак вообще, понять не могу. Благодаря тебе Мадок спасен. Да рано вы радуетесь, что-то, не? Погодите, может этот придурок знает? Корнелиус. Так. Сижу так, но не то. Так, ага, говоришь, массаж. Сижу однажды, но так. Так. Подождите. Может быть. Может быть, все-таки у Когтя Смерти есть какие-то доказательства того, что Карл тут находится. Или может Гришем забил Карл каким-то образом, не знаю даже каким. Ну точно, короче, он точно дошел до Мадока. Короче, я понял, он точно дошел до Мадока. И как-то, каким-то образом проебался здесь. Вот он тут где-то проебался.
Но как и где, вообще не понимаю. Но я этого пока не вижу. Так, грузимся на Мадок 2. В общем, кажись, надо искать... Может, скотобойни? Да вряд ли. Так, ущельники говорят, что он пошел домой все-таки. Ущельники сказал, что он пошел домой. Сраный Карл. Поверить не могу. Но если бы он был бы в мотеле, наверное, мы бы об этом по-любому узнали. Ведь так? Ну, в том плане, что старик бы точно проболтался бы про Карла. Не так плохо здесь, парни. О боже, это ты, все только тебе говорят, тебе удалось решить загадку фермы ужасов, и, между прочим, рискуй собственной жизнью ради нас. Знаешь, что здесь тебе рады всегда, и, конечно, любая еда за счет заведения. Блин. Это, блин.
Вообще не понимаю. Ладно, если бы Карл оказался бы здесь. Или, ну... А как доказать, что вообще ну, мы нашли Карла, если он мертв, к примеру? М. Карла можно было бы жестко подставить, кстати, насколько я понимаю. Часы просто засунуть ему в стенной сейф. Так, ну, видимо, он не дошел до сюда. Не. Вообще не понимаю. Я сильно ограничен по времени, что как бы намекает мне на то, что, скорее всего, он где-то рядом. Но мне говорят, что он типа... Надо бежать от фермы, короче. Говорят, запад. Запад. Не, я по времени вообще никак. Я не понимаю. Я не понимаю. Где этот сраный Карл? Никаких намеков. Ну, разве что чисто запад и все. Может, запад у них на востоке, блин, вообще не знаю. Я могу пойти проверить город-убежище, но я просто 100% не успею по времени. 100%. Да я уже не успеваю. Да, никак. Попробую кое-что. Сейчас. Может быть, просто вот так вот. Раз. Никого. Два. Ну, может быть, так найдется, я хз вообще. Так. Так.
8 Мозж 8. О Мозжо. Или Мезжи. Спасибо за фоллоу. Большое спасибо. И тут я уже у этого, да? Выгребная яма. Так. Можешь поискать его в том направлении. Просто на запад. Просто на запад. Ёбана. Короче, единственное, что я могу сейчас сделать, как будто бы, ну, просто со всеми базарить. I am Marok. Спасибо за фоллоу. Цель по количеству фолловеров. 450. О, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, ребята. Большое спасибо. Посмотри. Кто папа телефон деборду? Толбуканы. Теперь, вот ты. Негодяй. Здравствуй. Спасибо за фоллоу. Я тут, короче, сейчас занят тем, что ищу сраного фермера по имени Карл. Если не найду этого Карла до 29 сентября, то все. Все. Будет война. Война между Мадоком и ущельцами. Вот этими людьми. И самое, что печально, они все, типа, ну, хорошие люди. Вот они стоят, защитники. Вот только для рабочих. Может быть, духи нам что-нибудь скажут, а? И чё тебе надо? Духи хотят говорить. Чего тебе? Дверь не всегда куда-то ведет. Иногда куда-то ведет не дверь. Очень-очень хорошо поговорили. Иногда куда-то ведет не дверь. Не дверь. Но он про дырку это сказал, про матрасами. Это же вода, да? Бука. Он гонится за мной. Папа говорит, что ты плохой человек.
Ёлы-пала, что делать, что делать? Я вот из кожи вон лезу, чтобы спасти этих уродов, но они, блин, вот не хотят, чтобы я им помогал, как будто бы. Помогите мне, типа, ну, помочь вам как-то, ну. Но нет ж, нет ж. Чего? Ну ладно, возьму. У-у-у. Револьверчик. Все. Накормил Валеру. Валера сытый. Теперь Валера может плеваться. Плеваться огнем и свинцом. Не, ну в принципе, подождите. Да. В принципе, можно сохраниться, как будто бы. Папа, А? папа, я только. Папа, А, это я. лол? Я нашел. Лол, я нашел. Черт побери. Да зайди ты в этот лаз, чел. Папа, я писать. Вот ты нахуй ты пистолет-то? Так, погодите, еще один лаз. Папа, А, да бомба. ну ты нахуй погоди. Посмотри. Да. Погоди, он говорит темно, значит я просто включу фонарик, не? А что за прикол? Я вижу лаз, окей, хорошо. Ничего не дает, я фонарик юзаю. Ага. Так, погодите, тут только один люк. Вот он. Но есть второй, вот этот. И в чем прикол? Почему я зайти не могу? Это баг? Люк. Попробуем перезапустить. Я не знаю. Джилсан Никифоров, спасибо за подписку на ютубе. И чё тебе надо? Духи хотят говорить. Чего тебе? Они сейчас не хотят разговаривать. И чё тебе надо? Да, блин. Ничего мне не надо. Так, а может быть с Мадока загрузимся? Отлично! Подписка оформлена. Пойдем с Мадока обратно на ферму.
Так он упал вот в этот люк, видимо. Карл тут находится где-то. Вообще не понимаю. Так, лаз. Лестница в этом лазе ведет вниз в темноту. Страшно. А этот лаз не работает. Лестница в этом лазе ведет вниз в темноту. Страшно. Ну, то есть точно такой же лаз. Вот понимаете, я настолько внимательно вот играю в эту игру, вот внимательно смотрю вообще, что нашел другой лаз, видимо этот же, но при этом не работающий. Я вообще не понял прикола. А может наступить на него надо? Да нет. Да ёб твою мать. Так, тут времени мало у меня. В общем, короче, двигаемся на запад, так сказать. Просто будем бегать по полю, я не знаю. Ну вот очевидный же это. Ну вот сюда нам надо по 100%. Так, и больше люков нет, да? Второй люк. Но не пашет. Запад. Ну, я не знаю, ребята. Я еще не... Ну, кто в курсе вообще? Есть эксперты в чате? Я хочу спросить, я софлокнулся? Или все еще нормально? Типа, есть шанс выполнить этот квест? Я просто, сейчас до хера времени трачу на этот квест. Я не понимаю. Я же все сделал правильно вроде.
Просто взять и напасть на них, может. Мне интересно, что будет. А, они еще живы, лоу. Понятно. Как квест называется? Ферма ужаса. Получается, я, скорее всего, сейчас нахожусь на лейте квеста. То есть мне нужно просто найти Карла, фермера. Но этого не происходит. Я Карла найти не могу. Потому что Карл... Я хз. Он, скорее всего, упал в этот лаз, но я в этот лаз зайти не могу. Они, кстати, не нападают. Уже 30 число. Должны были напасть 29-го. Но не нападают. Может, он имел в виду октября? Двадцать четвертого. А, подождите. Или он реально в город убежище съебал? Может, он реально имеет в виду не сентябрь, а октябрь, декабрь. Может, 24 октября? Бред, конечно, но... Он же вполне мог перепутать направление. То есть запад от востока. Хотя они говорят, что конкретно он на запад направился в сторону Мадока. Но до Мадока он не дошел, очевидно. Приветствую. Занимайся своим делом, твари, из внешнего мира. Понимаю. Понимаю. Вали, вали. Заключенный. В дыре вроде. Мамаша зайти. Да ну нахуй. В смысле? Он настолько на запад съебал. Ай, бля, погодите, я вспомнил, там был один пьяница. У мамаши сидел. Не, в пизду безумных людей. И он говорил про огород. Ебать. Что происходит? Вы получаете 75 очков опыта за успешное применение натуралиста. Несколько самогонщиков, на которых нападает несколько разбойников. Разбойники получили ранение. Так.
Это самогонщик, это бандит. Они все враги, типа? Я не понимаю. Мне просто всех убивать? Плюс карма. Я сделал доброе дело. О, жестко, жестко. Давай, Сулик, режь. Эй, тварь. Они оба меня режут. Не, ну кажись, все враги. Надо как-то грамотно их всех. Блин, вот кто сейчас по мне контрабандист тут еще есть? Так, самогонщик. Ты, сука, в меня стрелял или кто? Ну, вроде да, он в меня стрелял. Найс, минус 2. Блин, прикиньте, какая тупая херня. То есть Карл сидит в дыре, бухает 24/7. Ему прикольно там. А в этот момент, получается, просто... Ну, грубо говоря, две племени просто друг друга собираются вайпнуть, нахуй. А он там бухой сидит. Пиздец, короче. Это жестко. Ну ладно, в принципе, ну, как бы... Сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Кстати, наш этот муж, Дэвин, он вроде дерется, да? Он что-то делает, он приносит вклад. Он только один раз бьет. Вася, здорово, здорово. Так, что там за косарь давался? Что это было? О, да, да. Спасибо за удачу. Тебе желаю удачи. В чем бы то ни было. Большое спасибо. Так. Надо пробежаться в ту сторону. Хорош, Сулик. Усуту, говорит. Кайф. Блин. Что за суета? Да какой-то замес двух этих банд. Тут, короче, самогонщики, контрабандисты. Плюс разбойники. Или даже 3 прям. Ну, хотя вместе с самогонщиками, наверное, контрабандисты. Ну, так что две группировки что-то выясняют отношения. А мы во все это, ну, вдруг влезли. В путешествие, во время путешествия случилось. Бака-бака, вы ничего не мышники, что ли? На, сука, лежать. Блин, она убежала. Сулик, ты чё? Сулик!
Мой муж умер. Вообще похуй на него. Дэвина убили. Вы умерли. Спасибо. Очень ценное сведения я только что получил. Я умер. Вы умерли. Ну что ж, дыра так дыра. Дилетант. Вы кто? Фермера. Версус богомола. Блин. Микрочел пытается убить богомола. По-моему, богомолам нужна помощь, и мы должны перебить фермеров. Шучу, конечно. Блин, капец это мелкая. Дерется с богомолом. Жесть! Чё это за фермеры такие? У всех УЗИ. Держи руки на виду. В последнее время бандиты нам... Окей, давай, чё у вас там? Понятно. Все с вами ясно. А чё в пещере? Опа, ебать, ебать. Вон ты чё делаешь? Кротокрыс-мутант. А, то есть есть нормальные кротокрысы, да? А вот это мутант. Жесть их много. На, тыкнул, так тыкнул. Я не понял, он еще живой, что ли? Чего он еще живой, блядь? Сука, сулик, бля, 55. Ебать, сулик. Подожди. Вот тебе стимулятора. И мои глубочайшие искренние извинения. Слушайте, это необычные кротокрысы. Выглядят как обычные, но у них свойства какие-то ебанутые. Так, все-таки я же это... могу сражаться холодным оружием. Дай-ка монтировку возьму в руки. Нихуя себе, не сулик убили, блядь. Нет, тут загружаться надо. Потерять сулика, ну это жестко. Блин. О, что-то путешествия какие-то жестокие. О, грабители, найс. Люблю грабителей. А убежать никак? Не, ну можно, в принципе, но... Убегать, так сказать, не в моих правилах. Потому что халявный опыт, снаряга, все такое. Ну, в случае с кротокрысами, конечно, мы ни хера не получим, разве что только опыт. Но в остальном... Вы...
В. Да, это суровое путешествие будет, ребят. Очень суровое. Ну вот это дерьмо я осилил, наверное, не? А, я вот он стою. То есть, если бы я сейчас выстрелил, я бы Вика ёбнул и... Так. И Дэвина. Так, сходим вот так вот. Интересно, его шкура не повредилась? Охереть. Вау. Что со мной делает этот геккон? Ёбана. Солик с тараканами дерется. Ебдрить, чё они со мной делают вообще? Блин, меня теперь еще богомол начинает хавать. О нет, я убил Дэвина. О нет, как же так? О нет, как же так? Он был мне так дорог. Бедный Дэвин. Мне его так жаль. Ребята, Дэвин умер. Пресс F. Так, все, я смываюсь. Вик, козел тупой. Блин, это просто животные. Стреляй по ним. Сукин сын. Какой же Вик урод. Не, Сули, конечно, вообще жесткий чел. Вы гляньте, что делает. Что он сделал только что. Уничтожил просто. И спас меня. Так, шкуры. Так, вот еще одна шкура валяется. А, это Дэвин. Ну, как бы тоже шкура. Но другая, к сожалению, менее ценная шкура. Точнее, я хотел сказать, как жаль, что он умер. Бедный Дэвин. Будем помнить и скорбеть. Так, я забыл сохраниться. Сейчас, подождите. Мадок 2. Да, все. Ну что ж, теперь я вдовец. Так. А почему бы и нет? О, тут раньше самогонщики, походу, тусовались. И именно на меня. Сулик один из крутейших персонажей, он с молотом вообще отморозок. Не, он с боевым ножиком так-то вообще нормально это. То есть, я думал, что вот эта вот тема с тем, что он будет отбрасывать этих челиков, оно исчезнет, когда он возьмет
в руки, типа, маленький ножик, но нет. С боевым ножом все так же, типа, он такой режет нахуй. И люди такие отлетают просто. Все валяются, лежат там. Ну, мощный. Мощный. Вот смотри, сейчас он отлетает. Хотя нет, не особо отлетел. Мол, дай ему, потом полоты будут крутые. Ну, я ему другой молот дам. От кувалды он все-таки, ну, очень мало урона наносит. Супер мало урона. Я не лох, но ты круче. Что за реплики? Я не трус, но я боюсь. Блять, сулик. 49 проебал. Ну, я что-то надеялся, что я по нему не попаду. Но... Давай, терпи, терпи. Угу. Ну ё-моё, давай уже. Отлично. Так, Сулику даем порцию стимулятора. Угу. Так, плюс шкуры. Кайф. Ну вот оно, счастье. Потом это бы все продать как-то по-хорошему. Выгодно. Так, 11 шкур. Ну смотри сам, с ножом вроде тоже неплохо. Выбор дальше будет оружие для него. Ну я да. Хочу для него такое типа нормальное оружие подготовить. То есть, помнится, в первой части была типа меч-пила или нож-пила. Вот если ему это дать, например. Я не представляю, что будет Сулик делать вообще. Но он вообще, наверное, будет творить ужасные вещи. Кстати, блин, чё я туплю-то? Да, у тебя же есть мои патроны, кстати. Господи, в натуре. У него же есть патроны для Валера. Нахер это дерьмо. Так. Все. Нормально. Так. Что нам самогонщики оставили? 2 ножика. Бар. В этом баре находится коллекция алкогольных напитков, готовых к употреблению. Да уж. Ну нормально движемся. Блин, я забыл сохраниться. Ты готова, сука? Ну, блин. Надеюсь, это ты готов. Хотя, погоди. Ой, блин. Давай-ка вот так поставим. Нормально. Сулик, живи. Сулик. Терпи. А, нормально. У них только 3 стрелка. 3 стрелка. Да, будет такое. Энергомолот или энергопила на батарейках. Там будет как маньяк рубиловый
и будет ронять всех. Вот это звучит как песня. Сукин сын, у меня 1 хп. Блять. Пустыня поглотила вас. Но я, походу, ввязался в бой, который... Так. Это раз. Так. 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 Ай, Вик, какая же ты мразь, просто каждый, сука, раз диву даю из того, какой-то идиот, просто я в ахуе. На 2, блин, да что ты будешь делать? Хорош. Блин, Сулик машина, конечно. Ты куда ты ковыляешь, ублюдок дерьма? Боже, подождите, я ему какую установку давал вообще? Он типа начинает убегать, когда у него перелом или когда ему плохо? Блин, они Сулика убили таки. Говно. Ну, значит, мы только с Суликом воюем. Мы только вдвоем. Окей. Надо будет сейчас подбежать к Сулику и подхилить его. Раз. Два. Три. Хорош. Ёб твою мать. Вот это он нормально, конечно. Пропускать следующий ход. Блин, вот эта мразь с дробовиком. Да вы конченые, что ли? Как они так убивают-то Сулика? Я ему прям нормально подхил кинул. Так. Похуй, короче, бронебойный ебашим. Этот бой серьезно становится. Довольно-таки серьезный. Угу. Да ладно. Чисто полетело, что ли? Никого не задело, серьезно? Вот это хорошо, ну. А почему не используешь ружье охотничье? Оно вроде же неплохое на расстоянии. Да там патронов мало. А тратить очки действия на то, чтобы его просто поставить и 6 раз пострелять, ну такое себе. Блять, у меня сейчас расчет на то, что я очередью смогу сбривать кучу народу. Ну 6 выстрелов, в принципе. 6 выстрелов. 5 даже выстрелов. Ну, в принципе. Морщится. Вызывается типа... Она убежала сразу.
Но я хуй знает. Так. 4, да? Полная слепота. Да ёбаный ты. Так. Ладно. Если что, я в пути... По пути, короче, только вот взял охотничье ружье из дыры в Мадок. Случайно забрел. То есть где-то там по пути я находил охотничье ружье. Так же, как на грабителя забрел или что-то типа того. Это я к чему говорю? К тому, что я... Если бы мог... Купил бы патроны к нему. Еще в дыре. Если бы я где-то в том районе нашел бы охотничье ружье. Да. Да, блять. В пах. Сулик, ну ты, блин, зверь. Просто взял и заебашил ее. Сколько у Силика здоровья, интересно? Да ладно, ты уже сдох, серьезно? Блять, он у меня при смерти бегал, что ли, все это время? Я понять не могу. Сергей, не убей. Здорово. Психа, Сулику вкали, да и себе если есть. Психа? Один. Угу. Подожди. Че у меня? Нож только, да? А что если я просто... Ладно, хер с ним. Давай... Короче, все. Иду в ва-банк, максимально вкладываюсь в Сулика. Захожу сюда, закидываюсь слегонца сам, ставлю вот так. Все, это победное, это победное. Это победное. Понял, но это мета потом появится на заряд пистолет крутейший, но это... Тебе нужно патроны находить по-любому. Наркотики не клют, я отходов будут жесть. Отходяк, еще можно быстро убежать. На катание ролик этой части. Вот на тактике круто работают. Политоки с умениями наркотики. Какие наркотики? Так. Минус ствол. Пиздец, Сулик. Вот тот, конечно, жестко кританул, так кританул. Потерял патроны все.
Да, блядь, каким образом? Твою мать! Как я Сулика-то задел? Пиздец, я просто понять не могу нахуй. О, все, шансы есть. При всем, ну, при всем невезении, что со мной сейчас случилось, ну, как бы, ну, нормально. Вот, сейчас эта мразь должна немного подохереть. Как бы так. Давайте поближе встану. А, да ладно. Только Сулика не бейте. У Сулика здоровья нет, походу, он ко мне бежит. У него плохо все, у него плохо все. Нормально, хватает. И вот при этом я вот это вот, ну, зеленоволосую вообще типа не могу задеть, да никак. Хотя ситуация точно такая же была. Блин, у этого чувака ствол. Так. Блин, Сулик. Держись, братан. Все нормально. Не знаю, что-то боязно за Сулика очень. Хотя, блядь. Да сука, ну почему я так и знал? Меня ёбнули. Так, ладненько. Давай еще раз. Где там мега наркотики? Если что, употребление наркотиков осуждаю, не одобряю. Это вредно для здоровья прежде всего. Ни в коем случае не повторяйте этого дома. Так. Да лучше так оставлю. Короче, пизду, блять, этот пулемет дерьма вонючего. Я намного больше импакта вносил чисто с этим револьвером. Не знаю почему, но... Нет, порой бывает, конечно, ситуация, что пистолет-пулемет, конечно, супер решает, но это не оно, короче. Это не та ситуация. Ай, надо было подхилиться. Так, 4. Угу. Хорошо. Мразь с дробовиком. Нормально так ушатали. Да не говори, блин. Да как-то сукин сын мог промахнуться, я не могу понять. Темнота ебучая. 67%, 2 раза промахнуться, ну ёбана в рот. Как я, сука, Вика еще ненавижу, я, блядь. Как, сука, последняя убегает и убегает. Я же правильно целюсь.
На, ёбана. Как в того-то попал. В дальнего. Блин, Солик, живи. Живи, 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 живи. Блин, эта слепая сука еще пытается стрелять нахуй. -2. Давай. Ай, хорош, ай, хорош. Он стимулятор въебал в себе. Хорош. Толик у нас самостоятельный мужчина. Бля, Дота, ты у меня отъезжаешь нахуй. Все. Давай режь, режь, режь. Ты бить как маленькая девочка. Она и есть маленькая девочка. На, сука. Да как так-то? На, сука. На, сука. Есть. Давай, Сулик, закончи работу. Че она подобрала? Блять, да она нож подобрал-то, погоди. Раз. На, сука. На, сука. Бля. Умри. Это жестко. Это было жестко. Блин, я бы Вика убил сейчас. Какая же он тварь. Бежать. Он просто, ну дело в том, что он всегда плохо себя чувствует. Фулл хп нахуй. Фулл хп. Ёбаный рот этого казино нахуй. Фулл, блять, хп. И эта сука смеет убегать. Да зашел. О, охотничье ружье. Угу. Угу. Блин, какие-то винтовые торчки на нас напали. Никчемыши нахуй. Ну как никчемыши? Эти никчемыши так-то, блин. Меня напрягли ебать копать. Ладно, утопали отсюда. Все. Да, это жестко. Это реально. Так. Ладно, я это дерьмо тоже попробую принять. Так, погоди, какие шансы у меня попадания? Ну... Я вижу у них 3 ствола, так что... У этого, видимо, охотничье что-то. Ах ты, сука, меткая. Ты тоже такая, да? Блин, вы прикалываетесь. Вы умерли. У Вам него, так и не- у него снайперка? Я не ошибаюсь? Не, ну от такого боя я не убегу. Это выгодный бой. Блять. Блять. Ага. Я Вика в рот ебал. Просто в рот его ебал. Какой он мне... Блять, сука.
Как поскорее бы избавиться от Вика, боже мой, нахуй. Поскорее бы от него избавиться. Просто балласт ебаный. О, пошел нахуй сразу. Теперь нужно, чтобы эти двое снизу промахнулись. Ай, хуй там промахнуться. Ладненько. Тогда. Угу. И хилимся. А чё Кассади не взял? Или не было еще в городе убежища? Не был еще там. Что за Кассади? Я еще не проходил ни разу Fallout этот. Zero. Прохождений. Давай. Хорош. Хорош. Угу. Давай, Сулик. Давай. Работай. В смысле я покойник? Молодца. Ой, молодцы. Это гнилая мразь, сука, убежала еще. Так. Пошла нахуй. Давай, лечись, хорош. Давай, Солик, вытягивай это дерьмо. Ты сможешь. Нет! Ну-ка, тихо. Последний стимулятор. Блять, не то нажал, сука, долбоёб. Я вот это хотел нажать, сменить оружие. И что мне делать теперь? Так, это лечит. Это не лечит. Это не лечит? Не лечит. Блять, не то. А докторские? Нельзя делать во время боя. Понятно. А винт что делает? Сила. Значит, винт надо было Сулику дать. Окей. Рентгенром. Да ёб твою мать. Я же... Цветочек. Пиво. Ну это пизда. Это фул пизда. Не, ну может быть мне повезет, конечно. О, она уронила оружие. Нахуй там повезет. Вы Конечно. Какая ж хуйня случилась, боже. Так. Прежде всего хилимся. И стреляем ему в глаз. Он теряет 8 хп. Вау. Капец. Жестко. Блин, мне вообще не везет. Что-то вообще не везет. Сильно не везет.
Стреляю в глаз, попадаю 14. Попадаю тому 8. Все, убиваем его, убивай. Это единственный шанс, когда мы его сможем убить. Все. Ах ты, гондон. Или что это? А, это Сулик побежал. Господи, я подумал, это один из них пошел подбирать оружие. Блин, патовая ситуация так-то. Так, тут ну надо прицельными. Вот так вот. Вот. Да ну нахуй. Хорош. Давай. Ай. Да блять, как ты можешь промахиваться-то, ебаный в рот. Пип 37, спасибо за фоллоу, большое спасибо. Ну это мега кал. Так, Сулик умирает, мы грузимся. Не, вообще ситуация довольно-таки, ну, нормальная в плане того, что я могу вытянуть этот файт. Но дело в везении, реально. Тут просто, ну, казино происходит. Вот такого еще ни разу не было. Он просто все уже, в обморок упал. Что с ним случилось? Так. Критическое попадание в глаз, 40 здоровья. Потеря глаза для него слишком много, и он падает на землю. Все, я ему глаз выбил просто. У него глаза нет. Так, по этим двоим по глазам. На минус, нихуя. Вот это я даю, конечно. Минус 3 сюда. Ну как, ну почти минус 3. Сулик, блять. А он выжить нет. Не знаю даже. Блин, рисковать-то неохота, знаете. Хилю Сулика. Хилю себя. Хорош. И удача, кстати, нормальный параметр. Ну, хз, у меня удача 2, и мне норм. Вообще нормально. И на казино вообще никак не влияет. Лежать! Так. Блять, стимулятор юзает, смотри-ка. А, это, сука, тоже юзнула, блядь. О, хорош. Молодцы, косые, вообще жестко косые. На нахуй. На нахуй. И подближе. Все, 2 урода. 2 урода. Блин. Бэм. Бэм. Угу. Давай, Сулик, режь эту пизду. Есть! Нет безвыходных ситуаций. Их просто нет. Их нету. На казино я заметил вчера. Да. Не, ну нормально было вообще, в принципе. Окей.
Окей. Хорошо. Эй. Вот. Преступление происходит из-за наркотиков. Блин, наркоманы. Так, о, хорошо. Хорошо, это хорошо. Не, у нас нормально прям сейчас, ну, лута. Можно будет хорошенько продать это все. Что-то с Виком не так, он... Да он мудак, потому что и у него нога сломана. И он просто, ну, такой человек, который... Блять. Ёбаный бобаный. Пора молиться, пацаны. А, тихо. Только не трави. Ай. А как можно было оказаться в окружении плотоядных растений? Как, блядь, вы их типа не заметили или не подкрались к нам? Вы чё, пацаны, блядь, реально что ли? Почему 3? Почему? Уходим. Хорош. Бля, я забыл перезарядиться. А, патронов нет. А. Понял. Все. Пиздец. И как так-то нахуй? Да вы чё? Так не бывает. Побыстрее бы в дыру добраться. Ой, зря я это сделал. Блин, ой, зря, ой, зря, ой, зря. Может, остановимся? Погоди. Это раз. Так, что по револьверу? Да, по сути, ничего. Придется менять. Патроны, 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 патроны. Ладно, будем тратить обычные. И пойдем. Сохраним сейчас у края. Я пережил слишком много нападений, чтобы не сохраняться. Твою мать. Да вы не, блядь, не, ну... Ой. Ебал я в рот этим заниматься, я просто убегаю, короче. Я убегаю. Вот тут я, ну, просто волевое решение принимаю убежать просто. Убежать. Вот, Вик, ты просто, ну... Со сломанной ногой идет в сторону врагов. Да вы ебанутые, что? В смысле, блядь? Так, вижу 4 их. Блять, как бы так встать-то? Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, Солик, живи, заебал. Так, тихо.
Ай, блядь, как бы так. Чтоб Сулика-то не задел. Вот такое ощущение, если я отсюда выстрелю, игра по-уебански сделает так, что я Сулика убью. Лучше встану здесь. Ах вы ебанаты два, сука. Они Сулика убили. Но эти бабы с пистолетами, пулеметами были. Я, ну, по-другому не мог. Надо было их убивать. Иначе они сбрили бы нас всех. Не повезло в том моменте, когда Сулика уронили. Если бы Сулика не уронили, было бы хорошо. Да неужели я дошел? Обалдеть. Охуенно. Это случилось. Ой, еще и днем. Слава тебе, Господи. Ебануться. Есть Бог на свете. Дай мне. Так, держи это и это. Плюс. Похуй. Так. Как можно больше стимуляторов надо прикупить. Сейчас зайдем к флику еще. О, ну сюда. Ну все, он и это тоже сюда. Хорошо. Ну, флик, конечно, красава. Так, один отдаю. Хотя, почему один? Вот так, да. Что-то ты винты не особо, да? Ладно, пока одну. Угу, почти ровно. И один винт. Ладно. Пивасик. Вяленого мяса. Цветочек. Хорошо. Так. Найс. Так. Давайте-ка заценим. Детский приют они построили, нет? Охуеть! Да. Здравствуй, добро пожаловать. Эй, это ведь ты помог соорудить это место. Народ Дыры действительно ценит твою помощь. Всегда, пожалуйста, как чувствуют себя дети. С ними все хорошо. Благодаря тебе они больше не бродят по улицам и теперь имеют дом. Сквотеры, с которыми ты договорился, также оказывают большую помощь. Еще раз спасибо. Рад слышать тебя. Береги. Береги себя, береги. Сквотер. Мы не подведем тебя. Но... Бобби! Привет снова, спасибо за все. Я люблю это новое место. Мамаша такая хорошая леди. Так, погодите, а где мамаша? А хотя, мне мамаша не нужна. Мне нужен пьяница этот блядский. Найти его. А, погоди. А чё папаша это? Батя Бобби. Все еще бухой валяется? У себя. А, погоди, это же не его дом. Вот он, дом Бобби. Да, валяется. Я пью здесь. Разве вы не видите? Я тут пью. Нормально я тут порешал все. А что-то с Виком не так агрессивный. А, не агрессия ему не поможет. У него настройка бегства
оно вот решает. Карл, блядь, гондон, вон он реально сидит, сука. Выпей ядер колы. Офигеть, я чуть не забыл сохраниться. А, мамаша стоит, кстати. А вот и мой герой. Мне нужно, чтобы кто-то отнес еду с Мити, он к западу отсюда на свалке. Сделаешь это для меня? А, да? Оказывается, такая миссия была. Ладно, давайте сделаем это. А, погоди. Так даже будет быстрее. Блин, мне эта машина так нужна. Сука, как же она мне нужна. Привет, Сметье. Так. Мамаша просила отнести тебе обед. Окей. Вот, не перевелись же еще хорошие люди. Спасибо, комрад. Вот тебе кое-что за хлопоты. Штука полезна, всегда пригодится. Он протягивает симулятор. О, спасибо, спасибо. Так, насчет машины. Контроллер. Топливный контроллер, да. Топливный регулятор. Напоить надо. Окей. Ну, спасибо за спойлер. В старой игре, блядь, которая старше меня, нахуй, наверное. Кстати, какого года эта игра? Довольно-таки старая, да. Я 91-го года рождения, если что. 96-го эта игра? По-моему... А, погоди, это же еще вторая часть. Тогда, скорее всего, 97-го? 96-го, по-моему, первая часть была. Держи пиво. Альтху, здорово. 99-го. А-а-а. Нормально. — 97-й. А, вот значит, в первом путаю. Это Карл.
Ну, он, конечно, бухает. На каком этапе прохождения? Если что, ни разу не проходил до конца эту игру. Поэтому сказать не могу, на каком я этапе. Но так, в целом, вот почти все квесты... Ну, вроде все квесты в дыре сделал. Все квесты в Умбре сделал. Это поселение Сулика. Всех работорговцев выебал. То есть лагерь работорговцев был, там всех уничтожил, всех спас. В дыре всех убил, Мецгера убил там. Двух привидений упокоил. Вот сейчас в Мадоке занимаюсь всем этим. Restoration Project, ясно. Это Restoration Project? Самое начало, это еще много интересного в этой игре. Ну вот, да. Короче, в общем, у меня сейчас такой вот момент происходит. Мак Гакет, здорово. Находил говорящего крот... Не. Только не говорите мне, не спойлерите ничего. Самому находить все это и так далее намного приятнее, типа. Контента миллион. Да, Умбра нет такой Локи ванили. Понял. Окей. Ну это прикольно, что он есть вообще. Классно. Ебучий Карл. Тут еще, блин, несколько локаций, в которых нет ванили и квестов накинули. О, класс. Отличная работа, ты, наверное, гулял, неплохой аппетит. Вот наград получишь, отличное кушание, ассорти из моих лучших блюд. О. О, стимулятор, денежка. Так. Винт. Хотя винт, наверное, понадобится для Сулика. Вяленое мясо штука. Еще одна штука. А хотя нет. Давайте цветочек дадим мамаше. О. Все. Кайф. Так, пойдемте в бар. Погоди, я же обменял? Да, обменял. Монтировка есть. Все есть, окей. Сам создавал, сам. Вот он у меня такой. Героическое восприятие, героический интеллект и ловкость, харизма на 7, сила на 6, удача на хуёвой, выносливость на хуёвой. На данный момент красноречие 100, ремонт 100, наука 100, взлом 100, легкое оружие 82. Что еще надо? Вообще пиздец. Можно дальше, если что, упороться и пойти по теме... Доктора, наверное. Доктор очень нужен, оказывается. Доктор супер нужен. Maybe торговлю, но такое. Может быть, не понадобится вообще. Но доктор нужен. Доктор нужен. Норм. Да. Тоже горжусь своим персонажем. Хороший такой получился. Добротный. Так. Виски стоит 20. Вот деньги. Вы потеряли вот. Блять, я сам выпил, что ли? Да вы прикалываетесь. Я просто моментально выпил. Ты чё, паны в рот? Я не хотел бухать. А хотя, погоди.
Алкаш. Ну, блин, это за что? Ну, все. Моя репутация испорчена. Так, книжный шкаф. А это кто? О, какой большой щенок. А, это наркоман. Затянулся трясущими руками до недопитой дурки. Окей. Да. Случайно Камасутра не выбирал при создании персонажа? Нет, а там была такая тема? Если есть, то, блин, прикольно. А чё он дает-то Камасутра это? Альтроу, спасибо за фоллоу. Не понял. А с какого перепугу меня начинает бить наркоманка? Мастер Камасутра. Вы меня спрашиваете? Нет, то есть я сам не умею Камасутру. Если про персонажа, то я, ну, нет, тоже. Я без понятия. Я вообще впервые слышу про Камасутру в этой игре. И что она дает, я даже без понятия. Вы о чем? Она дает бонус к удовлетворению проституток и женщин. А, его можно выбрать на определенном уровне перк. Вначале нельзя. А, вот оно что. Понял, понял. Плюс доп. Квесты в порно. А, тут можно сниматься в порно, блядь. Его. Вообще, нормально. Так, ну, я думаю, я найду пиво где-нибудь в Холодосах. О, нормально, нормально. Сука, мы на грани войны между Мадоком и с людьми из ущелья, а я должен поить пивом какого-то ублюдка ссаного. Господи, что за херня? В каком мире я живу? Я точно должен его поить? По-моему, это не так работает. Не, у меня доктора 15% всего. А у Вика перелом ноги. Сраный Вик. Говнюк. Он ползет, 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 ползет. Сука, я его ненавижу просто. Не, ну конечно он не виноват в том, что его ножка сломана. Но ёб твою мать. Запишут, что так. Серьезно? Я ему готов $100 дать. Благослови тебя Бог, я тебе жизнь обязан. Ты можешь мне помочь? Блять. Я ему $100 дал. Чего, ради чего? Григы. Может, я его должен напоить ядерколой? Хватит спаивать, человек. Ну я бы рад его не спаивать вообще. Он меня тотально бесит. Какого?
Он все время просто вырубается. У меня есть сохранение, да. Отдельное. Ты про то, что они в определенный день нападут? Ты про это? Он быстро трезветь и начинает свой рассказ перед тем, как прийти. Бля, наконец-то. Я был под добропорядочным гражданином, я был мирным фермером и работал на поле так же, как и все остальные. А потом по ночам стали появляться они. Из кожи была настолько белая, что посветилась в темноте. Надо признаться, это чертиков меня напугало. Ночь за ночью они приходили и воровали зерно и скот. Я ничего не мог сделать, чтобы остановить их. Я знаю, что ты скажешь. Почему ты не попросил кого-нибудь о помощи? Я тебе скажу. Я просил, никто мне не поверил. Все решили, что я спятил. И в конце концов я больше не мог это выносить. Я больше не мог это выносить. Я просто встал и ушел. И пришел сюда. С тех пор сижу здесь. Уебок. Здесь призраки меня не найдут. В смысле? Это Карл. Карл. Окей. Значит... А, погоди-ка. Где Вик? Я, может, на нем докторский саквояж применю? Блять, в смысле не получается. И докторский саквояж не на месте, слава богу. Козел. Прорвало, да. Ну все, я теперь иду, получается, в пандок. Говорю пацанам, ваш Карл бухает в дыре. Он там. И они такие, а, да? Ну, классно. Свинорез, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. А я успеваю дойти? Они 24-го нападают, по-моему, не? Блять, ебучая гекка. Гекка, 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 я не твоя конфетка. Кто с кем? Караван и разбойники. Путешественник. Так, хорошо. Подходим на 4 шага вперед. Лежать, но не лежать. Раб? Погоди, это работорговцы? У них рабы есть? Подхожу на 4 шага. И в глаз. Какая ты сука. Ну слушайте, они довольно-таки мощные, ребята. Пиздец, они полностью на меня переключились. Ай, блять, револьвер надо было поставить сюда, сука. Ладно. Окей. А ну вот, кстати, ставим. О, перезаряжаем. Перезаряжаем. Хилимся, 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 хилимся. Да. Зарядил, ага. Опа. Какие хитрые суки, а. Вот так вот.
Не, ну этого караванщика сопровождение серьезное на самом деле. Мне даже кажется слегка, что он мог бы справиться с ними, но с серьезными потерями. Блин, надо было ближних убивать. Вот этого мужика, например. Едан, да... Что творит, а? Не, ну ему хана. Так, ладно. Цельный. Ага. Да ты чё такой ловкий, чел? Женщина, вам пора умереть. Да, вы в ахуе просто. Жесть, она отчаянная. Ну, нормально, подлутались, хорошо. Сулик хорошо пистолет автомата гасит. Лучший нож у него совсем забрать. Он хорош с пистолет. А, бля, лол. В Умбре, когда я был, там мне один чел рассказывал о том, что у Сулика был пистолет-пулемет, и он его никому не давал, типа. И чё тебе надо? Подожди-ка. Да пожалуйста, дружи. Мы пускаем в ход кулаки, копье, большой молот и автомат. Мы будем полезны. А я не знаю. А я не знаю. Так. Держи копию тоже. Так, пока все. Но что-то не густо у них, конечно. Мне про вас рассказывали. Это вы тут навели такой шухер, что все вокруг таки гудит. Мне ужасно хотел встретиться с вами и пожать вам мужественную руку. У меня просто слезы на глаза наворачиваются, как подумал, сколько гадости вы уже сделали. Для меня большая честь торговать с вами. В смысле, блядь? Я много добра сделал, в смысле гадости. Может, гадости для плохих людей? Он имеет в виду. Ну, он, в принципе, как будто работорговец. Так-то я такой человек, что может быть... Не, погоди, давай здесь сохранимся. Чекни карму. А как? Карма, карма, карма. А, вверх-вниз. Очки навыков за уровень 27. Вон написано. Способности. А, лол. Страж пустоши 787. Великий герой, грабитель могил. В разводе. Ну, жесть я крут. Жесть я крут. Я этого одного брамина, если что, случайно убил. Случайно. Вообще случайно. Кучу собак.
Канат скорпионов. Ну, может, он плохой. У него рабы есть, типа. Я очень хочу на свободу. Я серьезно отношусь к своей работе. Чел, ты чё, ебанат нахуй? Я просто стою, блядь. Подонок ёбаный. Сука, он меня выстрелил просто с нихуя. Ваш отравленный радиацией... Да, я ему давал. Я ему дал только что автомат. А нож забрал? Нет, кстати. А, я ему в поведении не выставил. О, блять, он Сулика ёбнул. Погодите. И чё тебе надо? Все. Все. Вот это я забыл сделать. Угу, ослеп. Fuck. Нормально, нормально. Пока нормально все. О. Хорошо. Так. Вашу ж мать, сколько можно? Так, хотел, в принципе. Да, разрыв связи произошел с сраной. Я на связи, если что, у меня просто провайдер говна. Сорян за это. Вот это я весело их расстреливаю, конечно. А, я забыл ему дать пистолет-пулемет. А, настроить его забыл, да. Мать твою. Сулик, вставай. Да, блять, умри, пожалуйста, ебучий, сука.
Пиздец. Солик убежал. Обманывать врага и уходить, сука. Я выживу. Да, я выживу. Я буду жить. Блин, Вик, сука, какой же ты... Жалко, что он не Джон Вик. Нихера я стреляю так далеко. Недосягаемость. Да ты жесть его хочешь убить, блин. Сколько в тебе кровожадности, урод. Жесть какая-то. И ни у одного нету стимулятора. Да как так-то? Ну, вроде успеваю. Ай, нахер этих разбойников. В дыре есть один пьяница, который по описанию очень похож на Карл. Говорит, что он раньше тоже был фермером. Потрясенно. В дыре? Наверное, мы слишком уж сильно его высмеяли. Могу себе представить, через что он прошел на ферме ужасов, а ему никто не верил. Говоришь, он теперь живет в дыре и спивается? Может, ты встретишь его еще раз? Так скажи ему, что мы наконец-то поверили ему, и мы ждем его дома. Я был бы тебе очень признателен. Теперь вы согласны вступить в переговоры с главой ущельцев? Да, я верю, что ущельцы и жители Мадока смогут... Наконец-то, ебени матери. Есть небольшой нюанс. Касательно моей награды. Вы сказали, что знаете, где находится священный Гэг. Несколько смещаюсь. Ну, видишь ли... Ну, на самом деле, я ничего не знаю об этой штуке. Гэг, который ты ищешь, пойми меня. Мы были просто загнаны в угол. Однако я знаю, что есть место, которое называется... Гекко. Это где-то на востоке отсюда. Если бы я любил спорить, я бы мог держать пари, что твоя штуковина Гэг находится именно там. Мне жаль, что я больше ничего не могу тебе предложить. Но мы сейчас бедные, у нас мало что есть. Но я могу тебе предложить тебе свои товары практически по закупочной цене. Джонни пропавшего нашел, да. Практически по закупочной. Ты окажешь мне честь, если позволишь мне помочь тебе выбрать какие-нибудь товары? Уверен, все остальные жители нашего города тебе также будут благодарны. Какой же пиздец. Так. Ну все, я теперь доктор Хаус. Я доктор Хаус. Я доктор Хаус. Где-то коллега мудацкий. Стой нахуй. Ох. Погоди, у тебя не одна нога искалечена? Ты... У тебя правая тоже? Вик вполне здоров. Так, подожди, тогда
Ты чё, Сулик, на гигачадочек, что ли? Ебать, у него поврежденный глаз был все это время? Нихуя себе. И чё Не, тебе ну надо? Сулик, конечно, пиздец, страшный человек. У него выбитый глаз практически был. Ну ему похуй. Он просто идет со мной, блин, ему насрать. Да. Не, он крут. Он очень крут. Я бы даже сказал, он слишком крут. Где был Джонни? Ну, как раз таки у этих ущельцев. Пойдемте за Джонни. Блин. А почему этот лаз не работает? Вот это вот херня какая-то. Я рад снова тебя видеть. Я так понимаю, что наше сообщение для жителей... Так. Сообщение было принято с радостью. Город Мадок готов открыть торговлю с вашим народом. Спасибо за помощь. Тебе всегда будут здесь рады. В качестве награды вот за труды я хочу предложить тебе вот это. Штурмовую винтовку. Тебе должен доказать нам, что тебе можно доверять. И хотя мы будем здесь очень скучать по Джонни, я велел своим людям проводить вас наверх, чтобы Джонни могли... Чтобы вы с Джонни могли добраться до Мадока. Класс. Спасибо за спасение моего сына. Я никогда не смогу так как следует отблагодарить вас, но возьмите в подарок вот эту кожаную броню. Я экспериментировал с процессом выделки кожи, эта броня получилась очень прочной, и кроме того, она вам очень идет. Боевая кожаная куртка. Необычность этой очень прочной кожаной куртки в том, что у нее два рукава. Где бы и когда бы вы ее не надели, вы наверняка произведете фурор. Да. Yes, sir. Да, перевес. Есть такое. Не, хотя... Так, сейчас. Возьми-ка ты все ножики. А, блин, ты тоже на перевесе. Ну, ёлопало. Да блин, сука. Что за херня, погодите. А, я взял, да? А, погоди, броня у меня. Так, давайте я положу броню на землю. И чё тебе надо? Да не, погоди. Забираю ножи. А как я ему тогда... Бля. Ща, погодите. Ну что ты будешь делать? Так. Что ты будешь делать? Так. Так, все три ружья положил. Ага. Все. Все. И чё тебе надо? Лучшая броня.
Так, все. Окей. Хорошо. Вик, товарищ Вик, товарищ Вик. Нифига себе, он реально с курткой стоит теперь. Ля какой. Да блин. Так, погодите. Вот эти ебучие хвосты, сука, как скорпионов. Вообще нахуй они их... Я не знаю, зачем я их брал, если честно. Не знаю. Всё. Давай еще. Что тебе надо? Все. Спасибо, дядя, что спасли меня. Понабрал говна. Есть такое. Так. Ща поторгуем. Так, погоди. Угу. Так. Угу. И... Все. Белдиш. Ну кайф, ну кайф. Так, а кому отдать пневматическое оружие от Джонни? Может, ее матери? Ладно. Я думаю, что можно просто вот так вот положить. Все. Окей. Окей. Пойдемте к мэру. Спасибо за спасение жителей Мадока. У-у-у. 7,62, что? Так, погоди. Дай мне вот это. Давай копья все. Один нож на всякий случай возьми. Так, Вик. Это... Подожди.
Офигеть, эти игуаны на палочке столько весят. Ага. Все 7 штук. И копье плюс одно вяленое мясо. Или 2. Договорились. С вами приятно иметь дело. Так. Что же у нас тут? Что же у нас тут? Автоматический пистолет. Зигзауэр. Яба. Так, только как он стреляет? 5, да? Не, благодаря тому, что у меня вот револьвер, он прицельно может стрелять пятерами, ну точнее, всего лишь 5 очков действия. Вот это вот очень круто. Вот это вот очень круто. Вот это меня подкупает в револьвере. Но тут у нас 12-22 урона. А револьвер 18. Ну ладно, пока пускай так будет. Пока пускай так. Пойдем поговорим со всеми, попробуем, что Гришем скажет. Да это же Нолан, как тебе нравится замужняя жизнь? Вижу, мой сын Дэн с тобой не пришел. Я очень по нему скучаю. Может, в следующий раз ты прихватишь его с собой? Подари старику счастье вновь. Он мертв. Гришин в шоке, внезапно хватает за грудь и падает на пол. Блять. Отлично, похоже, что теперь мне придется заведовать этой помойкой. Ну, блять, ну... Откуда я мог знать, что он умрет? Типа, ну, я ж не нарочно. Сука. Не, ну я, конечно, подал эту, ну, историю так себе, конечно, что Дэвин мертв, но, блять. Да. Бля, бедный Гришин. Бедный Гришин. Амулет уничтожен. Ну тут я как будто бы все сделал вообще. Ну да, мне осталось теперь вернуться обратно в дыру. Сказать челику, что... Чувак, не переживай. Там тебя все ждут, все любят, все целуют. Но прежде чем я обратно вернусь в дыру, мне нужно будет в город-убежище топнуть. Ну, блин, топливный контроллер я там попробую найти. Гекко, блин, реально есть гекко какой-то. Блин. Наконец-то не убрали весь этот кал. Господи. Так. Спасибо за помощь. А кто вас...
Товаровед. Тут есть товаровед? Кто-то же говорил, что тут можно торговать, не? Или все-таки нельзя? Торговцев тут нет. Смотри, как теперь дети не убегают. Да. Reputation. В порядке. В порядке reputation мой. Ну тут так, Голяк. Голякова. Не поеду в Голякова. Все, в город убежище. Погнали. Let's go. А, ладно. Да, пожалуйста. Давай поговорим. Было бы славно. Так, вот это мне надо. Стимулятор, пожалуйста. Или так, дробовик. Ну, фрукты, кстати, хорошая тема тоже. Так, или у меня есть чего-то побольше, что, ну, давай ножи. Так, уберу одну штуку, уберу еще одну штуку. Копье. А, пойдет, пойдет. Что это за место? Погодите. Лол? Че? Че это за место? Грузовик. Обломки дизельного грузовика — это груда металла. Никогда не... Ну ладно. Лишним не будет. Так, чё по колодцу? Обыкновенный колодец. Окей. Но это, видимо, его дом? Я так понимаю. Просто внезапно дом какой-то. Патрульные. Блин, я не сохранился же. Я не знаю, что за патрульные. Ну, давай. Окей. Так. Мадок спасен. Мадок спасен. Охранник патруля. Патруль. Тул. Что вы делаете вблизи города убежища? Они из города убежища патруля.
Ну ладно, бывайте, ребят. Нормальные чуваки. Ровные. Вообще удивительно, что со мной на связь моя деревня не выходит. Хотя как они со мной выйдут на связь, да? Бред какой-то. У них же нет телефона. Так. Вывеска службы приветствия. Никого нет. Счетчик Гейгера. Кстати-ка, все запирают. Эх вы, я-то, блин. То взлома, ёб вашу мать. Так, Валт Сити. Кто там валяется? Чарли. Ха-ха. Осмотрим. Увидите истощенного человека, волосы у него свивались к латуну, кожа складками висит на теле. Блюющий Чарли. Ладно, доктор. Этот человек выглядит очень больным, вы не понимаете, в чем дело. Так, погоди, а если я докторский саквояж? Чарли имеет вполне здоровый вид. Не понимаю, в чем дело. Но он траванулся, понятное дело. Но... Ну я хз, как ему помочь. Ну, я так понимаю, ты спать скоро. Завтра прохождение будет получше? Ну, завтра, думаю, да. Завтра, думаю, да. Так. Ну, раз уж ты мне напомнил. Мне завтра утром, короче, сына в школу, там, и так далее. Короче, постараюсь завтра стрим завести прям, ну, очень рано. С счетчиком Гейгера его проверю. Ты думаешь, дело в этом? Ладно, хорошо. Ну чё, ребят, как вам стрим? Сегодня прям приятно, на удивление, вас было много. Хорошо посидели, я считаю. Хорошо посидели. Завтра будет пятница. Завтра. Возможно, короче, очень рано утром, если по московскому времени смотреть. Так, сейчас. Большое спасибо, Сергей Не Убей. За фоллоу большое спасибо. Завтра по московскому времени, возможно, очень рано утром стрим заведу. Типа 8 утра, может быть. Или около того. Поэтому рекомендую всем лечь сегодня спать пораньше, кто из Москвы. Кстати, да. У меня FNAF был. Ну, короче, давайте такой план. Завтра с утра завожу стрим по Fallout. И вечером, ну, уже когда будет вечер, да, будем играть в эту вот игру Graveyard Shift at Freddy's. Короче, какой-то какой-то FNAF. Но я думаю, он короткий будет, так что под вечер самое то будет. Заглянуть в хоррор. Да. Может, наоборот,
Ну ты чё, под вечер, под ночь надо как раз таки хоррор играть, ты чё? Ну, если что, стараюсь иногда делать нарезки там, всякое такое, игр. Но по Fallout я сейчас только шорты пилю. И, ну и норм, как будто бы, если честно. Ой, вырубать не надо. Ну и норм, как будто бы. Люди так потихоньку смотрят, как будто. Ну и вкратце там какие-то ключевые моменты, что произошло, в принципе, дает понять. Ладно, смотри сам, как удобно. Но я думаю, типа так будет окей, да. Ну, сейчас пойду воду себе налью и так далее. В общем, так. Ну все. Всем приятного вечера и спокойной ночи, кто спать собирается. Я пошел отдыхать. Завтра увидимся, ребята. Завтра увидимся. Заходите на телеграм-канал. Там в основном все анонсы о начале стрима. Ну и потом там не просто анонсы. Телеграм-канал довольно-таки развлекательный, так что надеюсь, вам понравится пребывать там. Информативный и развлекательный. Вот. Все. Давайте я еще кину рейд куда-нибудь. Может быть. Куда-нибудь. Может. Кого бы зарейдить, ребят? Кого бы зарейдить? Что, давайте также по Fallout. Я один Fallout стримлю. Понял. Так, тогда... Давайте я вас кину на кинчик. И потом там у стримера идет стрим-марафон. 30 часов сидит человек, стримит. Или типа того. Поддержите. Да. Был с вами Нолан. И всем пока.